Мы с ней лежим в кровати, смотрим на звезды. Самый романтический период в моей жизни. Сейчас будет любимая песня Жанны. Давай Пабло обменяем на Карамурзу. Ну, я догадалась. А могла бы ошибиться. Что ты такая старая? Ну, такая старая. Это неправда. Докажи. Я не хочу. С Анатолием Борисовичем у нас разные ценности. Ты говоришь с другим человеком сейчас. Нет, ребята, я ничего ни от кого не скрыла. Это вы так работаете. Жанна, мы с тобой в Праге. Это столица Чехии, и я так понимаю, что это третье место твоей десятилетней эмиграции. Одиссей. Совершенно верно. Германия, Португалия, Чехия. Да. Как ты здесь оказалась? Случайно? Смотри, как символично поезд проехал в этот момент. Да, чешские железные дороги замечательные. Я свой 40-летний юбилей праздновала как раз в вагоне-ресторане чешских железных дорог. Это был незабываемый опыт. Я думаю, что гости, которые посетили мой день рождения, в следующий раз не приедут, испугавшись, что я опять что-то оригинальное придумаю. То есть ты пригласила людей в ресторан? Вагон-ресторан чешских железных дорог. И мы 5 часов катались по территории Чехии. А как я здесь оказалась? Я оказалась здесь случайно. В 2016 году я познакомилась с историком-русистом. Он чех, его зовут Марек Пржига. Он преподаватель философского факультета. И он очень живо интересуется российской политикой, украинской политикой. Он говорит отлично по-русски и отлично по-украински, и отлично по-хорватски. У него очень смешная есть фраза. Он такой, он не то чтобы антиамериканист, он не может принять того факта, что в мире есть засилие английского языка. И поэтому он говорит все время так. Так, ну это будет на общепонятном языке, это русский, а это на английском. Марик сказал, что он хочет на философском факультете создать центр по изучению России. В 2017 году был создан центр. Началось сотрудничество с философским факультетом Карлова университета. А потом у Марика родилась еще одна гениальная идея. Он сказал, слушай, я хочу создать магистерскую программу по изучению современной России и региона. И в 2023 году открылась программа «Российские исследования», образовательная программа Бориса Немцова, названная в честь моего отца. И я решила сюда переехать год назад, потому что я сотрудник философского факультета. Ты не можешь развивать программу, если ты находишься в любой другой стране, потому что академическая сфера, она довольно консервативная. Но мне казалось, что все-таки это связано в том числе и с твоей личной жизнью. У тебя был первый муж, вы с ним жили в России, у тебя был второй муж, вы с ним жили в Португалии и расстались, так понимаю, в 23-м году. Да, мы не расстались, мы развелись. Развелись в 23-м Но не году. расстались. Я сейчас объясню. Мы продолжаем вместе работать. И вот на Новый год ты Дружеские опубликовала отношения. фотографию с Митей Зайрбеком, который глава первого отдела, который находится в Праге. Нет, я не из-за мужчины приехала в Чехию, потому что с Митей я познакомилась в начале 24 года на дне рождения у Ивана Павлова, когда я уже тут жила. Все, что я рассказала, правда. Но ты находишься Я из-за сейчас Марика приехала. из-за другого мужчины. Шутка. Но судя по тому, какая фотография была опубликована в твоих соцсетях на Новый год, пожелать нам с Митей счастья? Или как там было написано? Нет, поздравляем вас с Митей с Новым годом. Но стоит ли пожелать вам счастья? Конечно. То есть ты находишься в новых отношениях? Да, ты права. У меня новые отношения, и Митя живет, как и я, в Чехии. Это Марик, про которого тебе рассказала Катя. Очень приятно, такого тебе тоже. Так говорит по-русски, общепонятный язык. сказала по-русски. Да, а ты думал, ты по-английски. Марик нам сделает, чтобы нас тут не беспокоили, когда мы будем снимать. Ой, классно как. Это прямо адрес посольства Да-да-да. России. Красота. А здесь... Секретариат. Институт восточноевропейских исследований. Понятно. И царь Николай Скрипное II. пространство, да. Вот Скрипное пространство да, это. здесь вот. Понятно. Ну, теперь мы знаем, где он и почему вы закрываете его на ключ. Сюда только избранные, да. Жанка, сколько лет открылась назад площадь Бориса Немцова? В начале 2020 года предшествовала этому встреча с мэром Праги, с Деником Гржибом, который сейчас, кстати, руководитель департамента транспорта Праги. И очень хороший транспорт тут общественный. Трамваи
Мне очень нравится. Они такие красиво были украшены. В общем, очень хороший мэр, молодой. И я с ним встретилась и предложила ему эту идею. Он ее поддержал. Сколько сейчас всего площадей Бориса Немцова в мире? Давай считать. Давай. Вашингтон, Вильнюс, Киев, Прага, Лондон, София. Но это не только площади, это скверы и там парки. И небольшое какое-то еще место, по-моему, в Торонто, в Канаде. 7. Причем, в Братиславе еще 8. 8. Я правильно посчитала? И ты каждый раз договариваешься об этом? Нет, и, кстати, в некоторых местах вообще без нашего участия открывали. Как, например, в Софии я совершенно случайно узнала. Мне болгарский журналист просто сказал: а вы знаете, что у нас тут есть сквер Бориса Немцова? Я говорю: нет. Он говорит: хотите, я вам фото пришлю? В Братиславе открывали. Там не площадь, там улица перед российским посольством. Просто активисты в Словакии этого добились. В Вашингтоне было очень сложно, и там много людей было задействовано, и Владимир Карамурза, и Наталья Арно, президента Фонда «Свободная Россия», и я в этом участвовала. В Праге я справилась самостоятельно, в Киеве я справилась самостоятельно, я убедила Виталия Кличко. Виталий Кличко вообще дружил с моим отцом. В Вильнюсе это Володя Карамурза договаривался, в Лондоне Володя Карамурза, в Торонто тоже он. Я там немножко участвовала. Ну, то есть все-таки совместные действия хотя бы в каком-то направлении приводят к результатам? Да, конечно. Я же не говорю, что они не приводят к результатам. Ты сейчас что пытаешься мне сказать? Нет, ничего. У меня будет сейчас следующий вопрос. Ну вот задай следующий вопрос, чтобы я понимала, о чем идет речь. Правда ли, что обмен, который случился летом 2024 года, в том числе результат большой совместной работы разных российских оппозиционных направлений и лидеров, и организаций? Конечно. Ты в этом участвовала? Я могу сказать про один эпизод, в котором я участвовала. И я придумала лишь одну идею. У меня есть, наверное, самая драматичная история за эти 10 лет. Ну, я к ней с юмором отношусь. Это, конечно, история про шпионаж, про так называемого баскского журналиста Пабло Гонсалеса, свободно говорящего на русском языке и сейчас живущего в городе Москва. Дело в том, что он в 22 году был задержан в Польше. И я почти сразу поняла, что, скорее всего, я буду допрошена по этому делу. И действительно, в 23 году меня допросили польские следователи. И я ознакомилась, это на самом деле беспрецедентный случай, я ознакомилась со всеми его отчетами, которые касались меня и членов моей команды, моего окружения. У меня был замечательный адвокат польский, довольно известный. Я говорю: знаешь, у меня идея. Он говорит: какая? Я говорю: а давай Пабло обменяем на Карамурзу. Я говорю: они друг друга знают. Пабло позиционирует себя как журналист. Ну, Карамурзу можно тоже назвать журналистом. В общем, тем более, если он офицер ГРУ, наверное, он нужен России. Вот. Очевидно, что Карамурза очень уважаемый человек на Западе. Ты можешь, говорю, поговорить с польскими властями? И он поговорил с несколькими министерствами, и они сказали: мы, в принципе, не против, но нам нужно поговорить с американским послом. И тогда я всю эту коммуникацию уже передала адвокату Вадику Прохорову и Наталье Арно. Я не знаю, какую я роль сыграла, но идею я это придумала. В результате обмена Пабло был включен в этот пакет. Я не знаю, я больше Пабло помогла или Карамурзе. Это большой вопрос. Часто говорят, что Америка – это страна возможностей, но что конкретно имеется в виду? Для меня США – это место, где смелым, амбициозным и одаренным иммигрантам удается добиться гораздо больше того, что светило бы на родине. В конце 19 века физик Никола Тесла приехал из Сербии в Нью-Йорк с 4 центами в кармане, чемоданами полными чертежей и амбицией изменить мир. Его революционные идеи об электричестве нашли поддержку именно в Америке. Там он обзавелся меценатами, собственной лабораторией, учениками и университетами, наперебой предлагавшими работу звездному физику. Впечатляет? Ну еще бы. Благодаря современным иммиграционным программам шанс начать в США новую жизнь есть и у представителей творческих профессий, и у предпринимателей. Компания «Мигратор» поможет сделать этот шанс простым,
понятным и легальным, потому что это команда профессионалов, которые много лет с успехом занимаются оформлением иммиграционных документов США. Рабочие визы, визы инвесторов и предпринимателей. Но главная специализация мигратора – это визы талантов для представителей разных профессий и сфер. И есть как минимум 3 причины для того, чтобы выбрать именно мигратор своим проводником в Америку. Во-первых, они работают честно. И если у вас нет шансов на визу, вам об этом прямо скажут на первой бесплатной встрече. Во-вторых, они дают гарантию результата. Это уникальная услуга на российском рынке. И если ваша петиция на визу будет отклонена, компания полностью вернет деньги. И, наконец, опыт. В мигратор работают адвокаты с американской лицензией, средний стаж которых 15 лет. У сервиса больше 95% успешных кейсов. И это не просто цифры, это реальные люди, которые с помощью мигратор уже живут и работают в США. Они на собственном опыте убедились, что удача благоволит смелым. Тогда почему бы именно вашему кейсу не стать новой главой в истории успешных переездов с мигратор? Для начала воспользуйтесь QR-кодом на экране или ссылкой в описании к этому выпуску и просто оставьте заявку на первую бесплатную консультацию со специалистом. Ведь иногда для большой перемены нужен всего лишь один простой и маленький шаг. Так сделайте его вместе с мигратор. Про Пабло Гонзалеса нам все-таки нужно поговорить подробно. Хорошо. Пабло Гонзалес, он же Павел Рубцов, был арестован в Польше в феврале 22 года и вскоре обменен в 24 году летом в числе большого обмена политического. Пабло Гонзалес работал в том числе с твоим фондом, и в том числе в школе журналистики. И газета «Гардиан», например, пишет о том, что, возможно, у вас были романтические отношения. Так, вопрос. Как ты познакомилась с Гонзалесом? Были ли у вас романтические отношения? Так, давай по одному. Давай. Дело в том, что Пабло Гонзалес никогда не работал в фонде Немцова. Он 2 раза прочитал лекции в школе журналистики. 1 раз в 2018 году, другой раз в 2019 году. Платил ему за это фонд? Да, это правда. Но это не работа. Я сказала, с фондом Немцова. Хорошо. Я просто на всякий случай. Не в фонде Немцова. Для меня это важно. В 2016 году мы были в парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге вместе с Ольгой Шориной. Там были и другие люди, и Вадим Прохоров, например, и Михаил Касьянов, Билл Браудер, Владимир Курмрузов. Там был такой круглый стол, посвященный расследованию убийства моего отца. И в перерыве мы были с Олей в кафе, и ко мне подошел тот самый Пабло Гонзалес, который мне на чисто русском языке сказал, что я Пабло Гонзалес из страны басков, работаю на газету «Гара» и хочу взять у вас интервью. Я сказала нет, потому что мне показалось это бессмысленным. Кого в стране басков интересует ситуация в России? Потом у меня уже было там расписание, несколько интервью, и мне неохота было распыляться. Потом он подошел к Ольге и сказал что-то опять на русском. И Ольга так просто, как-то для нее это была некая экзотика, что вдруг человек из страны басков так хорошо владеет русским языком. И она ко мне подошла и говорит: слушай, ответь там на 5 вопросов. Я не буду ей отказывать. Ответила на 5 вопросов. Он прислал потом эту статью. Действительно, газета «Гара» существовала. Это такая левая, даже ультралевая газета, которая ратовала за независимость страны басков. Дальше стали его звать на публичные мероприятия фонда Немцова, которых было 2. Много людей звали, там 100-200 человек. Типа журналист, европейский журналист, почему нет? Слушай, это человек, которого ты приглашаешь, значит, нужно за него платить, куда-то его Нет, селить. мы за него не платили. Он сам приезжал? В том-то все и дело. Это, конечно, действительно напрягает, что журналист региональной газеты может себе это позволить. Мы никогда за него не платили. Единственный раз, когда мы платили, это когда он нас читал лекции. Все. Так на все наши публичные мероприятия он приезжал самостоятельно. А почему попросили человека, который работает в черт знает какой газете маленькой, прочесть лекции в школе журналистики? Чему он может научить людей? Потому что он много работал... Кстати, Шон Волкер, который написал статью в «Гардиане», он хорошо знал Пабло. Он с ним вместе работал. Да. Он много работал где? В газете? В Украине. Пабло был военным корреспондентом, как он себя представлял. Он много работал в горячих точках на постсоветском пространстве. Реально. Его знали многие журналисты в этих горячих точках, в том числе в Украине. И то, что мы его просили рассказать об особенностях работы в зонах военного конфликта.
Нам казалось это логично. А он как-то объяснял свой карьерный трек от военного корреспондента в горячих точках до газеты «В стране басков»? Так он и был военным корреспондентом для газеты «В стране басков». А потом он, видимо, за это время он постепенно раскручивался. Он там делал репортажи для «Голоса Америки», чтобы ты понимала. Он делал репортажи для испанских газет. Он даже для испанского Deutsche Welle делал несколько репортажей. Мы решили, почему бы и нет. Это, конечно, наверное, неправильное решение, но из песни слов не выкинешь, так было. На публичные мероприятия фонда Немцова приходили сотни людей, многих из которых я вообще не знала. Это же не домашние посиделки, куда я приглашаю, кого знаю. Это первое. Второе. Романтические отношения. Были романтические отношения, но не в 2016 году, а, скажем, в конце 2017 года до... такие не очень плотные до 2019 года. В своем посте расследователь Андрей Солдатов, в общем, не впрямую, но так или иначе обвиняет тебя в том, что у Гонзалеса был доступ и к твоему компьютеру. Да нет, это неправда. Он меня, во-первых, ни в чем не обвиняет, а подтверждает мои слова. По-моему, там не было к моему компьютеру доступа. Дело в том, что Пабло в какой-то момент сказал, что у него сломался компьютер. Кстати, он не только со мной этот трюк проделывал. Уже после ареста Гонзалеса выяснились малоприятные детали, пишет Солдатов. Например, что Гонзалес имел доступ к личному компьютеру Жанны. Это он неправильно прочитал. Объясняю, как было на самом деле. У Пабло был такой трюк, когда он говорил, что его компьютер сломался и просил гаджеты у других людей. Это не только со мной эта история произошла. Насколько я знаю, другие журналисты, например, об этом рассказывали. И он попросил компьютер. Я отдала ему компьютер своего отца, который до этого побывал в Следственном комитете, чтобы ты понимала. Перед тем, как отдать компьютер, я посмотрела, что на этом компьютере есть. Я уже и так понимаю, что любое содержимое этого компьютера уже давно есть в распоряжении не только следственных органов, но и службы безопасности, ФСБ. Я посмотрела его имейл. Там вообще ничего не было страшного, кроме бесконечных рассылок. Я это все проверила и ему спокойно отдала. И никогда им не пользовалась после того, как он мне вернул. Другой вопрос, что он скачал эти все имейлы моего отца зачем-то. И это оказалось в материалах дела. Так что это не соответствует действительности. Дальше. В какой-то момент... Нет, а какая малоприятная подробность? Я считаю, что этот пост надо разделить на две части. Первое – это фактические ошибки на 3. Второе – подтверждение того, что я высказывала свои подозрения. Я высказывала их в 2019 году, а не в 2018. А все остальное – это эмоции. Это такая эмоциональная оценка личности другого человека, то есть меня. Я с ней не согласна. Ты прервала... Прости, что я не люблю личные вопросы, но тут важно. Ты прервала романтические отношения с Пабло до того, как ты поняла, что с ним что-то не так, или после? Первый звонок был такой. У меня была подруга, никакого отношения к политической деятельности не имеющая, которая в какой-то момент сказала: «Пабло, хватит врать, ты же чисто русский». Она жила в Испании. И говорит: «Ты не баск, что ты нам тут врешь?» И я задумалась. И даже Пабло как-то это более-менее признал. И я ему говорю: «Что ты тогда нам тут всем рассказываешь, что ты какой-то баск?» Он говорит: «А почему нет?» Я думаю, действительно, почему нет? Это был уже разрыв наших каких-то отношений. И меня вдруг осенило, так бывает. Я хочу, отвечая на пост этот, сказать, что я много раз с кем расставалась за свои 40 лет. И в том числе были неприятные моменты в моей жизни. Но никогда у меня не было даже мысли о том, чтобы подумать хоть об одном своем бывшем партнере, что он может быть шпион. А тут я подумала, а почему? Потому что любимый принцип Елизаветы Осетинской – follow the money, то есть следи за деньгами. Потому что я знала, как живут европейские региональные журналисты. Я много это видела. И в Бонне я общалась с такими журналистами, и в других странах. Они живут очень скромно. Они не телевизионные журналисты. И я удивлялась, что Пабло мог себе так много позволить. Так много это что значит? Бесконечные поездки. Все-таки у человека семья, 3 детей. А он мог ездить по всем странам, снимать квартиры, ходить в рестораны. То есть уровень его жизни не совпадал с его статусом. И я... Собственно, это и говорила людям, с которыми я общалась. Они говорили: да нет, он в зоне военных действий заработал. Но дело в том, что в зоне военных действий огромная конкуренция, там огромное количество разных журналистов. Вот этот момент
и какое-то вот чувство, что я всегда понимала, что мы очень серьезные идеологические противники. Ведь Пабло, на самом деле, он ведь не только за деньги там, агент ГРУ, он действительно идеологически заряженный человек. Ему нравится эта концепция многополярного мира. Он страшный антиамериканист. То есть у него двойная мотивация. Поэтому чувствовалось вот это вот противостояние, и поэтому я там с ним в какой-то момент просто перестала на какие-то политические темы разговаривать. Но Андрей пишет, что ты в 2019 году поделилась своими сомнениями по поводу Пабло с ним и с Ириной. Только с ним. Только с ним. Он пишет, что я в 2018 году с ним и с Ириной. Но если я с ним поделилась, то я и с Ириной поделилась. Ну, понятно. Да, это правда. Но его претензия, как я поняла, основная заключается в том, что в итоге точкой входа в российскую оппозицию Пабло стала школа журналистики фонда Бориса Немцова, и ты, как руководитель этой школы, не обеспечила должный уровень безопасности. Ну и? Да, то есть я не смогла подменить собой спецслужбы. Правильно я понимаю обвинение? Ну, служба безопасности. Да, я не могу собой подменить спецслужбы, потому что я не спецслужба. Для того, чтобы разоблачать шпионов, существуют спецслужбы. А если у человека есть документы, он легально пребывает на территории, там, паспорт и все остальное, я не могу разоблачать агентов, я могу подозревать. Когда я ознакомилась с материалами дела, это было в 2023 году, я понимала, что такой разговор, как у меня сегодня с тобой, состоится. Я, прочитав это все, что я сделала? Я посчитала, что это общественно важная информация, которой надо непременно поделиться с журналистами. И поэтому я, подписав подписку о неразглашении информации, за которой мне полагался срок в Польше, 6 месяцев в тюрьме, я все это подписала, сразу же пошла к Михаилу Маглову, к журналисту-расследователю, и сказала: Миша, а он более-менее знал про Пабло. Я говорю: Миша, это агент ГРУ. Я говорю: давай делать материал, потому что, мне кажется, об этом надо говорить, надо предупреждать людей. Дальше были долгие диалоги. В том числе я говорила с главным редактором. Ромат Баданин не мог сначала в это поверить. Он со мной еще отдельно поговорил. Я им призналась про все эти отношения и так далее. Я должна была быть абсолютно открытой с ними. Вот, я его убедила. Миша взял у меня большое интервью, проинтервьюировал огромное количество людей, в том числе и школы журналистики, всех, кого я ему сказала. Выпустил материал, я напомню, в мае 2023 года. Его перепечатали некоторые СМИ. Была какая-то реакция. Там было написано «Источник в фонде Немцова». Народ просто не понял, что это я. Некоторые мне сказали: Жан, тебя что, подставили? То есть я сама против себя выступила. Я говорю: да нет, меня не подставили, я сама решила вам рассказать. Да, такая ситуация была, это станет известным, и об этом надо говорить. А не пытаться все под ковер и заметать. Реакции ноль. Все поняли, только когда Пабло руку Путину пожал. Тогда все сразу все поняли, и тогда я виновата. Но надо понимать одну вещь. Ты не можешь подменить собой спецслужбы. Разоблачением шпионов занимается контрразведка, у которых есть все инструменты для этого. И, конечно, говоря всерьез, когда я переехала сюда, я обязательно об этом сказала тем людям, которые за это отвечают. Прям сразу, сама. Никто мне за язык не тянул. Вот. И тут меня в Чехии начинают, когда Пабло все-таки пожал руку Путину, мне начинают предъявлять, что я, значит, что-то от кого-то скрыла. Нет, ребята, я ничего ни от кого не скрыла, это вы так работаете. Поэтому мы можем заниматься безопасностью, что-то советовать нашим студентам и так далее, но мы не можем определять, кто шпион, а кто нет. Ну, то есть твоих таких подозрений 18-19 года да было меня вообще достаточно. никто не слушал. Никто бы не слушал. Слушай, это вообще такая тонкая штука. Ну, я догадалась. А могла бы ошибиться? Конечно. Вот, ну догадалась, вот как-то меня осенило. Не более того. Какое ты чувство по этому поводу испытываешь? Да никакого не испытываю. Наверное, признаваться в каких-то вещах неприятно, но а как я могу это скрыть? У меня были какие-то варианты. На самом деле, я прочитала же, был долгий допрос, меня допрашивали 8 часов. Почти как ты. Спасибо, Жан. Ну, так же долго. А там еще с переводом. Я на русском языке говорила, ребята говорили на польском. И я читала про себя вот все документы. Это удивительный опыт. Залезть в голову другому человеку и на самом деле узнать, что он тебе думает. Я все прочитала. Мне, кстати, адвокат пожал руку. Сказал, что вообще супер образ.
Ничего плохого Пабло про меня, по сути, не писал. Это все в форме дневниковых записей он ведет или в форме шифровки, там, Юстас Алексу, как это? Это в форме отчетов по грантам. С элементами разговорного стиля. В нарративной части этого отчета, потому что все-таки Пабло много времени провел в Испании, он лучше владеет письменным испанским, чем письменным русским, но это блог или дневник. Что произошло, кто с кем поговорил, какие-то небольшие оценки раздавал разным людям. Некоторые просто крал оценки у меня, присваивая их себе. Вот дальше у него был план действий. Как еще, это называется любимым словом импакт, как еще быть более результативным в своих действиях. Вот. А дальше там бюджет, отчет по потраченным деньгам, вот и все. Другой вопрос, что почему меня допрашивали? Я должна была подтверждать все, что там было сказано в отношении, в первую очередь, меня, но и других людей. И я одну вещь заметила, которая для меня очень интересная была, что качество отчетов резко изменилось после отравления Скрипалей. Потому что после отравления Скрипалей из Европы стали высылать российских шпионов или людей, работающих под прикрытием. И Пабло стал на вес золота. Во-первых, мне кажется, это привело и к росту зарплаты, а во-вторых, к снижению качества отчетов. Потому что если до этого был какой-то супервайзер, человек, который, например, он пишет там что-то, а он ему большими буквами там капслоком пишет там, а вот тут поясни. И хороший вопрос, кстати, задавал. По делу, ничего не могу сказать. Потом, после 2018 года, весь этот контроль ослаб. И отчеты стали, во-первых, толще, а во-вторых, бестолковее. Вот. То есть человек явно расслабился. Он брал там, я не знаю, программу форума Немцова, скачивал с сайта абсолютно общедоступно и прикладывал это к отчету. Ну что, какая-то информация секретная. Стало очень много того, что мы называем имхо. Вот очень много отсебятина, по-русски так можно сказать. Стало как-то неприлично себя хвалить. И видно, что у него стали расти амбиции. И он стал, кстати, даже критиковать руководство, организацию там, поездки журналистов в Сирию. Но в целом, если вот так все взять, это не порочит мою честь и достоинство. Я совершенно нормальный человек. Это очень хорошо видно из отчетов. Столкновение с ним для тебя было неожиданностью? Потому что, знаешь, обычно в повседневной жизни мы не то, что прям верим в существование шпионов, как и инопланетян. Это правда. Большинство людей просто с этим не сталкиваются, и для них это звучит как... Фильмов-то много про шпионов. The Americans, знаменитый сериал, да и много других. Ну да, немножко ощущение, что ты находишься в кино. И вообще, конечно, про точку входа ты хотела меня это спросить. Да нет, я так не думаю. Дело в том, что у него была такая задача, он так или иначе бы смог познакомиться с тем, с кем он должен был познакомиться. С моим участием или без моего участия. Поэтому он там меня особенно не просил его с кем-то знакомить. Не надо преувеличивать мою роль в этом. Ну, у тебя есть ощущение, что тебя использовали? Да нет, а чего толку-то? Приведу пример. Вот герои The Americans давали интервью журналисту Манучарову и рассказывали в том числе о своих двоих детях. И все это интервью я сидела и думала о том, что вот они этих детей родили в любви или по заданию. И в этом смысле меня поволновало ужасно, вот он со мной вступил в отношения по любви или по заданию. Я думаю, и то, и другое. Но любовь – это громко сказано. Я, как ни странно, считаю, что по собственному желанию. То есть это было сверхурочное? Ну, типа. Вот представляешь, какой у меня взгляд лояльный на это? В конечном итоге назад мы получили Карамурзу. Да, это хорошая новость. Никогда не думала, что это скажу, но в конце концов мой необычный стендап был придуман в Лос-Анджелесе, и пришло время возвращать долги. Да, я отправляюсь в большой тур по Америке и Канаде. Начнем 31 января в Нью-Йорке, потом будут Чикаго, Миннеаполис, Сан-Франциско, Сан-Рафаэль, Лос-Анджелес, Сиэтл, потом канадский Торонто, Монреаль, а потом 13 февраля Бостон. Полный список городов и даты вот здесь, а билеты по ссылке. Увидимся!
ты оцениваешь перспективы нового обмена, о котором бесконечно все говорят? Нет, я не более информирована, чем вы. Когда принимаются такие решения, я думаю, что очень узкие группы людей об этом информированы. Это все равно решение, принимающееся между правительствами двух стран. Мы только можем повлиять на то, кто будет включен в эти списки. По поводу следующих обменов. Но сейчас, насколько я понимаю, этим активно занимаются и Владимир, и Илья Яшин. Больше ясности будет после инаугурации Трампа. Почему? Потому что Трамп сказал, что он будет способствовать окончанию войны или хотя бы прекращению огня в Украине. И все будет зависеть от условий этого прекращения огня и возможности включения туда политзаключенных. То есть эти условия будет выдвигать команда Трампа, условно? Я думаю, что это предмет переговоров между правительством Украины, между европейскими лидерами, между американской администрацией новой. И в этом смысле я думаю, что сейчас хороший момент для людей, которые намного лучше связаны, чем я, и проживают на территории Соединенных Штатов Америки. Такие наши соотечественники есть. Я думаю, что сейчас хорошее время для того, чтобы пытаться предлагать включить в этот пакет, возможный пакет, и обмен или передачу политзаключенных. Какие на сегодняшний день, с твоей точки зрения, могут быть механизмы влияния на тех, кто будет участвовать в обменах, каким образом эти обмены будут организованы, и как, например, ты относишься к инициативе Марии Певчих о том, что следует снимать некоторые санкции с России в обмен на некоторых политических заключенных? Мы с тобой в частном порядке обсуждали, как я вижу возможность организации еще одного обмена. Нет, я не согласна с Марией Певчих, потому что санкции вводились в связи с агрессией России против Украины. Поэтому санкции вводились, правильно? Или почему-то еще? Или из-за преследований в России? Нет. Война продолжается. Поэтому санкции будут действовать. Есть, кроме российских политзаключенных, есть и гражданские заключенные украинские. Есть дети, которых насильственно депортировали в Россию. Есть люди, которые издеваются на оккупированных территориях. Условия снятия санкций – это прекращение войны. Только так. И политические заключенные не могут быть предметом торга в этом смысле? Обмен на санкции? В обмен на какие-то условия прекращения войны, в обмен на какие-то уступки с точки зрения... Это, я думаю, может быть большим переговорным процессом, если такой переговорный процесс будет уже при огромном участии новой администрации президента США. Ты веришь, что в ближайшее время война кончится? Нет. Я думаю, что будет попытка прекратить огонь, то есть закончить острую фазу войны. Я же не знаю Трампа. И не знаю, он очень уверен в себе, он очень уверен, что он может договориться с Путиным. Мне кажется, очень много политических лидеров поломали копии об эту уверенность. Я помню прекрасно, как Макрон пытался договориться о чем-то с Путиным. Я знаю, я короткий еще фрагмент пока что посмотрела, недавно вышло интервью с Лексом Фридманом Зеленского, что он там что-то пытался с Путиным договориться. Путин как-то, как говорят в России, умеет всех перехитрить, то есть он не держит слова. Вот Трамп почему-то убежден, что ему удастся договориться с Путиным. Я не разделяю уверенность Трампа, но, может быть, зависит будет от на каких это будет все сделано условиях. И в рамках этого большого, наверное, переговорного процесса можно говорить в том числе и об освобождении политзаключенных. Это удивительная история, в которой решение о судьбе Украины и о судьбе российских политических заключенных в конечном итоге мы все равно перекладываем на плечи Америки. Америка крупнейший, так сказать, поставщик вооружений, оказывает большую поддержку Украине, и Европа тоже. Но Трамп взял и выступил с инициативой, ведь это от него исходило. Это часть его предвыборных обещаний. Это же его предвыборное обещание. То есть это не мы перекладываем, а это Трамп сказал, значит, я сейчас все приду и решу. Знаешь, перед выборами американскими я в России все время сталкивалась с людьми, которые на каждом углу меня спрашивают, как я отношусь к американским выборам, и за кого я. Я говорю, я там не голосую, я ни за кого, мне в общем все равно. Люди говорят, вы что? Это же классно, что Трамп выиграет. И я говорю, а почему? И одна женщина в электричке мне сказала, как же?
он авиасообщение возобновит. Но на него возлагают большие надежды. Вот это, конечно, удивительный парадокс. С одной стороны, Америку не любят, с другой стороны, на нее и на ее лидеров возлагают все надежды. Ну, хочется на кого-то понадеяться. А на кого ты надеешься? Только на себя. Тяжело ты свое 40-летие пережила? Вообще, я его просто пережила, если бы не этот поезд. Дело в том, что я что думала? Я же езжу чешскими железными дорогами. Тут очень недалеко до Берлина, 4 часа. И я была в вагоне-ресторане чешских железных дорог. Мне понравилось. И вот я решила соригинальничать. А оказалось, что нас прицепили к региональному поезду. И он, я уж не знаю, каких он годов, то есть это старый поезд и старый вагон. Даже старые туалеты, которые мы помним, если ездили в 90-е годы на поездах, там я ездила, Москва, там Нижний Новгород и наоборот. А я думаю, там будут панорамные стекла. Ага, там маленькие стекла, ничего не видно, все грязное, все громыхает. Тосты можно говорить только, когда поезд останавливается, иначе ничего не слышно. Окна закрыть нельзя, потому что жарко. Я смотрю меню, все вкусно выглядит. По факту, Марик на меня ужасно обидится. Но шампанское было вкусное. Есть отличная просекко чешская. Богемия Брют. Богемия Брют звучит обнадеживающе. Еда была не в моем вкусе. Мама пошла делать салат из овощей. С собой овощей взяла. Молодец, мама. Хорошо, что курицу не взяла. Но с другой стороны, это незабываемые впечатления. Поэтому нет, я абсолютно спокойно отношусь к своему возрасту. Я вот, наверное, буду писать, что ты такая старая. Такая старая. В смысле старая? Иногда в комментариях пишут, что ты так плохо выглядишь. Часто пишут, да? А ты читаешь прям комментарии? Я с удовольствием читаю комментарии, потому что очень часто люди правильные вещи пишут, в том числе и критические замечания. Я давала интервью Анне Нельсон, которая работала на «Голосе Америки». Это было в 23-м году, по-моему. Да. И в комментариях пишут, вам надо проверить щитовидную железу. Представляешь, я пошла проверила, и действительно у меня оказалась проблема, которую я вылечила на текущий момент. Спасибо комментатору, который обратил на это внимание. Или говорят, например, нам не нравится вот эта вот манера того, как вы говорите, держитесь, как вы стоите и так далее. Я очень серьезно отношусь к этим критическим замечаниям. Я про 40 лет спрашивала скорее, как про возраст такой окончательной сепарации от родителей. А учитывая то, что ты занимаешься делом отца и сохранением памяти отца и его наследия, то вот эта привязка к имени отца и к тому, что ты дочь Немцова, она должна была тебя уже как-то триггерить к 40, нет? Да нет, я горжусь, что я дочь Немцова, во-первых, и всегда буду этим гордиться. Я ж не знаю, как меня воспринимают в российском сообществе. Я очень мало общаюсь внутри российского сообщества. Я общаюсь много с иностранцами. Многие из них просто моего отца даже не знали. Они знают меня. Поэтому это для меня вообще не стоит на повестке дня. А во-вторых, надо судить по делам. Я считаю, что я много чего могу. Умею. Не ленюсь. У меня неплохая профессиональная биография. Что касается этот любимый вопрос, я тоже на него люблю отвечать по поводу фамилии. Дело в том, что... Я его не задавала. Да, сейчас я буду как Егор Жуков. Не важно, что ты его не задала, я все равно на него отвечу. Поэтому слушай, ты его почти задала. Во-первых, фамилия рознь. У меня просто известная фамилия. За ней ничего не стоит такого. То есть можно быть дочерью президента, действующего, премьер-министра, или очень богатого Илона Маска и так далее. Или Трампа. Иванка Трамп. У меня другое. Я просто дочь известного российского политического деятеля, убитого. Дает ли фамилия какие-то преференции? 20% да. То есть это какой-то старт, когда просто из-за фамилии с тобой могут встретиться и вежливо поговорить. Но все остальное зависит от тебя. Это философский факультет Пражского университета, правильно? Карлова университета. Что ты здесь делаешь? Что входит в
ту программу, которую ты здесь заведуешь? Ты сама не преподаешь. Я и не заведую, более того, этой программой. Да. И не преподаю. В 2017 году мы вместе с Мариком, с которым ты познакомилась уже, создали академический центр Бориса Немцова по изучению России. На базе этого центра мы проводили неакадемические программы, воркшопы, конференции, школу журналистики. Но этот центр позволил нам создать на базе философского факультета магистратуру, которая называется «Российские исследования. Образовательная программа Бориса Немцова». Моя роль такая. Я содиректор центра академического. Я отвечаю за развитие международного сотрудничества. Многие, наверное, знают о том, что в Европе действует программа обмена между разными вузами, она называется Erasmus. Она финансируется Евросоюзом и была создана для того, чтобы предотвращать войны в Европе. Габуев давал интервью Юрию Дудю. Прекрасное интервью. Да, очень хорошее. Он высказал мысль о том, что каждый российский ребенок должен побывать за границей. Он должен увидеть один город своей страны и один город за границей. Да, совершенно верно. Вот в Европе это было реализовано фактически после Второй мировой войны. Задача была в этом, чтобы люди не боялись друг друга, лучше понимали другие страны и так далее. И эта программа действует до сих пор. Поэтому я ищу партнерские вузы, которые с нами заключают договоры с философским факультетом, и наши студенты могут ездить на семестр или даже на год в другие вузы. Например, у нас среди партнерских вузов есть Янспо, это французская экономическая школа, и, например, Барт-колледж в Берлине. У нас в качестве партнера есть и Стэнфордский университет. Есть такая программа US-Russia Forum. Это была до полномасштабной войны большая программа обмена между студентами Стэнфордского университета и студентами топовых университетов России. Но после начала вторжения все это свернули, и теперь Стэнфорд стал нашим партнером. И студенты Стэнфорда и наши студенты, они работают сначала дистанционно над совместными исследовательскими проектами, а потом, во всяком случае, в этом году будет так. В марте к нам приедут студенты из Стэнфорда. Невероятно популярная программа. На нее записалось человек, наверное, 30 студентов из Стэнфорда. Насколько сейчас большой интерес к России. Вот. А в мае, я надеюсь, наши студенты поедут в Стэнфорд. Этим тоже занимаюсь я. Ну и занимаюсь маркетингом. То есть я рассказываю тебе, рассказываю в своих социальных сетях, рассказываю на профильных конференциях, потому что программа хороша тогда, когда у вас много хороших студентов. А если говорить об академическом фокусе программы, то она сосредоточена на изучении России и региона после падения Советского Союза совершенно с разных сторон. Это экономика, это и политика, это и общество, это и журналистика. У нас есть один отдельный журналистский трек. И будем рады тебя видеть в качестве одного из приглашенных лекторов. Кстати, у нас есть такой курс «Россия и мир в 21 веке. Глобальные вызовы». И мы приглашаем известных, умных, состоявшихся людей прочитать одну или две лекции. Знаешь, поскольку я считаю себя представителем того поколения в профессии, которое все свои вызовы, давай аккуратно скажем, проиграла, то мне кажется, что я ничему не могу научиться. Это важный опыт. Я пока не готова им делиться. Вопрос вот о чем. Стэнфорд прекращает программы с российскими вузами. Во многих странах Евросоюза перестают давать студенческие визы. Куча программ сотрудничества, исследовательского и всякого другого с российскими вузами прервана из-за полномасштабного вторжения. Считаешь ты это неправильным и несправедливым и должным к исправлению, или все-таки это некоторое логическое закономерное развитие событий? Это хороший вопрос. Ну, во-первых, не все страны не выдают студенческие визы. Многие страны выдают. В Чехии, в странах Балтии наиболее жесткие Северные визы. страны, Северная Европа не выдает. Северная Европа не выдает. Ну, в общем, если очень нужно, то можно уехать учиться. Что Мне сделать? кажется, логика такая, что те, кто поближе к России и поближе с ней связан чисто даже географически, те стараются подальше от нее отгородиться. Совершенно верно. Это связано не только с географическим положением, но это связано и с наследием, потому что в этих странах, и в Чехии в том числе, еще свежи воспоминания о вторжении советских войск в 1968 году. Этим в том числе и вызвана текущая визовая политика. Россия представляет угрозу, поэтому зачем нам пускать сюда россиян? Я хочу напомнить вот о чем. Что большинство ректоров российских вузов подписали письмо в поддержку вторжения в Украину. Да или нет? Да. И поэтому университеты
университеты, в том числе и Карлов университет, разорвали свои сотрудничества институциональное с российскими вузами. Но я недавно готовилась к другому интервью и посмотрела, что если говорить о программе Erasmus, то российские студенты в ней участвовать могут на индивидуальном уровне. То есть вот такое вот сотрудничество на индивидуальном уровне, оно не прекращено. Конечно, это все сейчас осложняется, становится дороже. Даже улететь становится дороже. Об этом надо знать. Конечно, удобнее, что ты учишься в каком-то университете, и тебе говорят, представляешь, у нас есть такая программа, ты можешь поехать на семестр в другой вуз, это проще. Сейчас все усложнено. Справедливо или нет? Справедливо. Справедливо. Потому что идет война. Нужно ли открывать студентам российским больше возможностей? Да, я считаю, нужно. Вот, но институциональное сотрудничество невозможно, пока идет война. Это очевидная вещь. А утверждение, что наука вне политики? Да, это отчасти правильное утверждение, теоретическое. Но российская наука в политике, российская гуманитарная наука страшно политизирована. Она жестко цензурируется, это очевидные какие-то вещи. В Чехии очень большие академические свободы. Но подожди минуточку. Вы изучаете в этой магистерской программе, вы изучаете Россию и регион на постсоветском пространстве. То есть те самые 90-е, которые являются камнем преткновения сейчас. И 2000-е тоже. Но начинается все-таки все с 90-х. Совершенно верно. И есть взгляд, например, Марии Певчих на 90-е, называется фильм «Предатели». Есть взгляд семьи Ельцина на 90-е в виде сериала «Непрошедшее время». И есть огромное количество склок, споров и каких-то более вежливых диспутов, в которых определяется роль того или иного политика. Но когда, с одной стороны, люди подходят к снаряду, пытаясь провести ревизию 90-х, назвать всех тех, кто был акторами этого времени, предателями, они же ставят под сомнение и роль твоего отца в том числе. Насколько политически немотивировано будет, если ты рассказываешь историю этого времени, имея, в общем, очевидный интерес в нем? Когда об истории рассказывает политик, то он рассказывает эту историю, подгоняет ее под свои взгляды, а кто из этих под свою повестку. Ну, все-таки я считаю, что Мария политик. Она руководитель политической организации. Она руководитель расследовательского отдела. Нет, она руководитель ФБК. Она руководитель ФБК. Но фильм она делает как расследователь. Слушай, я уж не знаю, как расследователь, не как расследователи. Мы исходим из того, что ФБК – это политическая организация. Одно из достижений Навального заключается в том, что он превратил журналистику в инструмент политической борьбы. Он делал довольно качественные, классные материалы. Популяризировал он это. В России все-таки он один из основоположников, давай будем так сказать, основоположник мой отец, да, который писал антикоррупционные доклады. Это расследовательская журналистика, по сути. Это политическое заявление, политический манифест. Человек, общественный деятель, говорит о том, как он воспринимает 90-е. Мария считает важным об этом сказать. Она считает, что ее сторонники согласны с этим видением. Она считает, что, рассказав о 90-х, о своем видении, она привлечет на свою сторону больше людей. Например, я не знаю, что стояло за этим, но тем не менее. В этом и разница между политиками и академическими деятелями. Задача академических деятелей – рассказать, у них всегда все равно есть какой-то свой взгляд. Но он не должен быть связан с конкретными политическими задачами, то есть задачей прийти к власти. Но трудно предположить, что там здешний курс хотя бы где-то имеет точки соприкосновения, кроме дат, с курсом, который читают на историческом факультете МГУ, допустим. Я тебе одну вещь хочу сказать. Я никогда не работала в российском образовании. Никогда. Ты училась в российском вузе, одном из самых престижных. Да, на бумаге самый престижный. Я училась в российском вузе на экономическом факультете. Это важно понимать. Была ли тогда высокая идеологизация образования? Мне кажется, нет. Сейчас все гуманитарное образование, особенно история, в том числе и новейшая история, идеологизирована. Это то, что преподается тут, не идеологизировано. Но ты должен понимать, что все равно у каждого преподавателя, у каждого человека есть свой взгляд на те или иные события. Главное, чтобы он не занимаясь преподавательской деятельностью, он не должен одновременно баллотироваться в президенты Чехии, например. Да? Я думаю, что это запрещено. Но все-таки вернемся к фильму «Предатель». Считаешь ли ты этот фильм попыткой
ревизии, в том числе и роли Бориса Немцова в российской новейшей истории? У меня проблема с фильмом «Предатели». Я его не смотрела. Ты не можешь его не смотреть. Я не смотрела фильм, я не ерничаю. А почему ты его не смотрела? Потому что мне неинтересно. Это время очень важное и для страны. Я жила в это время. Мой отец был одним из ярких политиков этого времени. Я своими глазами наблюдала, что происходило в Нижегородской области. Да, я была еще не взрослым человеком, но тем не менее у меня сохранились отчетливые воспоминания о Нижегородском периоде. Я знала, что такое Чеченская война. И я помню, как мой отец собирал подписи против войны в Чечне. Миллион подписей он привез. Миллион подписей против войны в Чечне. И сыграл огромную роль в том, чтобы был подписан мирный договор. Я жила в Москве, мой отец был в правительстве. Я прекрасно помню, как он боролся с олигархами. Я помню аукцион «Связинвест». То есть у меня есть личный опыт, связанный с 90-ми. Второе, я читала довольно много академических статей и книг, связанных с этим периодом. Потому что мне повезло в том, что я тут работаю, потому что я на некоторые курсы хожу как вольный слушатель. И у нас был курс в летнем семестре прошлого года, и его вел Тимоти Фрай. Это профессор российской внешней политики Колумбийского университета. Вот он читал курс, называется это так «Посткоммунистический транзит». А у него же такой американский стиль преподавания. Он задаст 100 страниц или 150 страниц читать. Я сидела по 200 страниц, читала про то, как проходил транзит не только в России. Ведь важно, все познается в сравнении, важно понимать, как транзит проходил в Чехии, в России, в Болгарии, в Узбекистане и так далее. Я знакома с большим количеством действующих лиц этой эпохи лично. Ну, какой резон мне смотреть этот фильм? Я понимаю, что, наверное, я не права вот в чем, что при подготовке к интервью с тобой я должна была посмотреть. Но я не стала. Вроде, насколько я знаю, они на моего отца не наезжали. Ведь потому что этот фильм, он же не охватил всю эпоху. Он охватил какие-то конкретные сюжеты. Насколько я знаю, там нет ничего про Чеченскую войну, например. Правильно я говорю, да? Я, кстати, при этом читала манифест Алексея Навального, который был опубликован в издании «Медуза» о 90-х. По-моему, там все корректно написано. Я не романтизирую этот период. Этот период был лучшим для моего отца. Но это не значит, что он был лучшим для миллионов жителей нашей страны, которые оказались за чертой бедности. Это была совершенно несправедливая приватизация активов. Я, кстати, знаешь, что приватизационные программы в России разрабатывались при поддержке Всемирного банка. И в частности, International Finance Corporation. Она активно работала в том числе в Нижегородской области. И один из руководителей российской программы, который работал с правительством России, он, например, говорил, что совершенно неправильно была проведена приватизация, что надо было начинать не с крупных предприятий, а с мелких и средних. И так далее и тому подобное. Что было, кстати, реализовано в Нижнем Новгороде? В Нижнем Новгороде начали сначала продавать магазины и службы быта, потом приватизировали грузовой транспорт, потом была проведена земельная реформа и так далее, и так далее. Потому что задача этих реформ была в создании класса мелких и средних собственников. И в Нижнем это сделано было правильно. Тут упор делался на распродажу крупных государственных активов, якобы из-за угрозы прихода коммунистического лидера. Ну и что если бы он пришел? Я вот этого не понимаю. Сейчас вспомню Владимира Гельмана. У него есть книга, которая называется «Авторитарная Россия». И в предисловии к этой книге он пересказывает свой разговор с Анатолием Собчаком, который на тот момент был мэром Санкт-Петербурга. И разговор сводится к следующему. Демократия победила, потому что мы у власти, а мы демократы. Так не бывает. Демократия – это про принципы, а не про то, кто у власти. Вот. И если мы декларируем, что мы за политическую конкуренцию, за честные выборы прозрачные, то мы должны смириться с тем, что выбрать могут в том числе человека, который придерживается недемократических взглядов. Ну, ты говоришь о казусе 96-го года. Да, я говорю о казусе 96-го года, что все силы, в том числе ресурсы СМИ, были брошены на победу Ельцина.
При этом, на мой взгляд, подсчет был корректным, но другое дело, что административный ресурс, а информационный ресурс был на стороне Бориса Ельцина. Засилие олигархов. Карьеру моего отца разрушили олигархи, потому что в 1997 году два телеканала, Первый канал и ОРТ НТВ, тогда. да, ОРТ, правильно, и НТВ, говоря по-русски, стали мочить моего отца. Причем как они мочить его? Они его не по существу мочили, не рассказывали там о каких-то коррупционных схемах, потому что этого не было. Они пытались создать из моего отца имидж несерьезного политика. Это тогда сработало. И поэтому сюжет с белыми штанами резко ударил по его рейтингу. Он, придя в правительство, у него был рейтинг больше 60%. А после кампании по дискредитации его рейтинг упал до уровня статистической погрешности. Вот, поэтому... Ты считаешь, что это, как ты говоришь, мочение было связано с тем, что однажды Ельцин обмолвился о том, что он мог бы быть... Да нет, из-за Связинвеста, конечно. За Связинвест. Конечно. Потому что они решили, что Связинвест будет принадлежать, по-моему, там консорциум Гучинский и Березовский или кто-то из них. Вот. Но этого не случилось. Выиграли другие, которые предложили большую цену. И это привело к тому, что карьера политическая моего отца была уничтожена. И в этом смысле я не могу романтизировать этот период времени. И с точки зрения того, как жили люди, и с точки зрения того, как велась политическая борьба. Но это удивительное единодушие, с одной стороны, путинского нарратива, а с другой стороны, его прямых противников в том, что 90-е – самое черное время для страны. Я не думаю, что это самое черное время для страны. Я думаю, что текущее время более черное время для страны, чем 90-е. Но почему люди могут соглашаться, наверное, будучи идеологическими противниками, они могут соглашаться по каким-то вопросам относительно истории. Пример такой тебе приведу. Есть много военкоров, они освещают ситуацию на фронте и в прифронтовых зонах. Они всегда пишут неправду или нет? Мне кажется, не всегда. И просто другой вопрос, что каждый раз, когда они что-то пишут, это надо проверять. Мне кажется, что вообще каждый раз, когда кто-либо что-либо пишет, хорошо бы это проверять. Это еще лучше. Поэтому ты мне пытаешься, как я тебя понимаю, сказать, что там ФБК или Мария Певчих льет воду на мельницу пропаганды, мне так не кажется. Поэтому, еще раз, я совершила ошибку. Я действительно после выхода фильма «Предатели» стала его комментировать на базе того, что я прочитала в разных соцсетях, плюс на базе своих знаний, почерпанных из литературы. Это было абсолютно неправильно, поэтому я не буду комментировать этот фильм. И некоторые рассказали, что ты, как и отец, любишь попсу. Да. А что ты слушаешь? Что у тебя есть? Мне так стыдно об этом говорить. Но я расскажу историю. Так. Есть такая группа «Комбинация». Так. Недавно про нее сняли, по-моему, сериал. И что, и ты посмотрела? Нет, я сериал не смотрела. Я просто знаю Алену Апину. Так. Потому что в 2018 году я брала у нее интервью. Дело происходило в Анталии. Почему у меня возникла такая идея? Дело в том, что у Алексея Навального вышел фильм «Расследование», он вам не Димон. И там такой эпизод, когда Дмитрий Медведев танцует под песню Алены Апиной «American Boy». Я решила, что это достаточный повод для того, чтобы поговорить с Аленой Апиной. Более того, мне казалось... Ты прикрылась, на самом-то деле ты хотела просто с Аленой Апиной поговорить. Я с ней поговорить, а потом она меня пригласила на концерт, так как она выступала на корпоративе в Анталии. И я помню, она говорит, а сейчас будет любимая песня Жанны «American Boy». И я вышла и обняла ее. Мне нравится Алена Апина. Мне, кстати, нравится она и как человек, и как исполнитель. А что ты еще слушаешь? Ладно, давай, чтобы один-один. Я очень люблю Таню Буланову. Там вот такая у нее тоскливая песня есть, я ее знаю. Кого еще слушаю? Аллу Пугачеву, конечно. Это не попса, это классика. Значит, у меня разнообразные вкусы. Так. Группа «Мираж». Да, музыка нас связала. Так. «Ласковый май». «Ласковый май». «Белые розы»? И снова «Седая ночь». Это одно и то же почти что. Жанна. Дело в том, что есть, что у меня уже, можно сказать, есть традиция.
Мы сейчас последние 2 года отмечаем Новый год в Турции. Классика. Это классика. Отель All Inclusive. И там обязательное посещение новогоднего ужина. И там в программу входит ужин и концертная программа. И, как правило, исполнительная часть программы – это турецкие мелодии, турецкие песни, а часть – вот это классика, набор. Обязательно «Мираж», обязательно дискотека «Авария», Новый год, к нам мчится снова, все случится. «Белые розы», «Седая ночь», парочка песен Ленинграда. И я каждый год на Новый год должна обязательно... Я не могу сказать, что я под них танцую, я пляшу под них. Под эти песни. Но это не значит, что я их ежедневно слушаю. Я и западную попсу уважаю. Мне нравится Адель, например, если это можно назвать попсой. А из современной русской? Ave Max, как-то так называется? Ave Max. Сейчас вспомню. Очень классная певица, которая играла в фильме «Дом Гуччи». Леди Гага, да, тоже. Из современной русской попсы? Да. Я почти ничего не знаю. Я 10 лет не живу в России. Я современную русскую попсу практически не знаю, потому что ты ее не слышишь тут вокруг. Я знаю какие-то мелодии западные, а современную русскую нет. Для меня музыка, понимаешь, есть разные понимания, что такое музыка. Для меня музыка – это фон. То есть вот что-то такое играет, а это для настроения. Что касается... Ты хотел, наверное, про Аллегрову спросить. Аллегрова мне нравилась когда-то лет больше 10 назад. У меня был первый муж, и он был эстетом. Он любил действительно очень хорошую музыку. У нас всегда в доме играл джаз или классическая музыка. А я хотела все время слушать Аллегрову. Ну, не все время, но время от времени, давай будем так говорить. А Аллегрова какая-то? И там «Шальная императрица»? Не, «Шальная императрица» мне не нравилась. «Транзитный пассажир», «Игрушка», по-моему, это тоже ее песня. Но мне нравилась одна тогда «Привет, Андрей». И, в общем, дело дошло до того, что мы с моим будущим супругом чуть не поругались в хлам из-за того, что у нас разные музыкальные вкусы. И он чуть на мне не женился. И, наверное, лучше бы, чтобы он на мне и не женился. Но все-таки я сказала, ладно, не буду больше слушать Аллегрову. Ты принесла Аллегрову в жертву любви? Да. Не так-то я и люблю попсу. А какая любимая песня была у отца? Раз уж я так понимаю, что это ты унаследовала от него. Ну, он всегда... Во-первых, у него был слух и голос, в отличие от меня. То есть он умел петь. Он вставал с утра, шел в ванную и напевал. Он очень любил «Машину времени». Я помню первую песню, которую он спел, и я отчетливо это помню, это «Вот новый поворот». За тех, кто в море. Так, из попсы. Я помню, очень нравилась моему отцу песня Микки «Relax, take it easy». И, по-моему, она как-то отражает его отношение к жизни частично. По какой черточке папиной ты скучаешь сильно? По оптимизму. С ним весело было всегда. Мне, во всяком случае. Я не знаю, может, другим нет. Оптимизм. Но еще очень острый ум. Он образованный человек. В каком смысле? Кандидат физико-математических наук. Хорошо считал. Разбирался в экономике, в социальной политике. Интересно было общаться. Поэтому скучаю, конечно. Но эмоциональный заряд мне у него нравился. Сколько, я извиняюсь, примерно детей у Бориса Немцова? Я не знаю. И ты никогда не задавалась этим вопросом? Я решила не задаваться этим вопросом еще в 2015 году. Я все передала Вадиму Прохорову. Все-таки Вадим Прохоров – это дело его жизни. Он специалист по бракоразводным процессам. Так как он был моим представителем, то все эти суды, дела, дети – это все было полностью. Я даже не участвовала в этом никак. Зачем? Нет, надо. Кровь не водится, как говорят. Родственниками тебя делает не только кровь. Духовная связь должна быть. Это называется все-таки родные братья и сестры, а не сводные, как мы любим говорить. Нет. Я только с двоюродными общаюсь. Анна Дурицкая, девушка, которая была с Борисом Немцовым на мосту в ту ночь, когда его убили, она украинка. Да.
И если я правильно понимаю, в конечном итоге ты помогала ей уехать из России. Я просто начала понимать довольно быстро, на следующий день после убийства, что стали раскручивать версию об украинском следе, и я побоялась, что ее переведут в статус подозреваемого и просто арестуют, посадят в тюрьму. А ты ее знала до этого? Да, конечно. И ты ей доверяла? Слушай, у нас не было такого общения, которое предполагает доверие. Но я могла на 100% сказать, и я, и мои адвокаты, что она никакого отношения к этому убийству не имела. Я позвонила тогда Вадиму, если я все правильно помню, и сказала: Вадим, нам надо сделать так, чтобы все-таки Анна уехала в Украину. И там через несколько дней как-то все-таки выпустили, она уехала в Украину, да. Потом вы поддерживали отношения? Ну, не особенно. Там вот иногда в Инстаграме что-то лайк поставим, вот так вот. Только когда началась уже полномасштабная война, я ей написала, спросила, как у тебя дела. Она тогда выезжала из Украины как раз. Нормальные были отношения, но не дружеские, просто я к ней хорошо отношусь. А сейчас общаетесь? Да, немножко. А ты со всеми девушками отца общаешься? Нет. Только с ней. А почему? Во-первых, она стала все-таки, это огромный шок стать свидетелем убийства. Потом она все-таки оказалась в Украине, когда началась война. Какая-то симпатия у меня к ней есть, правда. Ты в нескольких интервью говорила о том, что той ночью, когда твоего отца убили на мосту, который теперь многие для себя называют Немцов мост, в твоей голове возникла только одна фамилия – Путин. Да. С тех пор прошло 10 лет, нет никаких на руках доказательств о том, что решение принимал Путин. Да и дело, в общем-то, не закрыто. Нет, все верно. Но эта фамилия по-прежнему у тебя в голове? Да. Можешь для тех, кто тебе не верит, сформулировать почему? Потому что решение о убийстве таких известных политических фигур, а тем более членов правительства, принимаются на самом высоком уровне в России. Ну, он же бывший член правительства. Неважно. Это самое резонансное политическое убийство. Я не могу представить, если я правильно понимаю систему, которая существует в России, что такие решения принимаются без участия Владимира Путина. Более того, все последующие события являются для меня косвенными подтверждениями того, что он знал о готовящемся убийстве. Как он знал? Ну, знал. Косвенные, то, что случилось с Навальным. Вот Навального убили. Просто так. Без решения президента? Конечно же, нет. Конечно, полномасштабная война в Украине. Дело в том, что мой отец с точки зрения политического прогнозирования фактически гений. А при этом меня постоянно удивляло, что он довольно плохо разбирался в людях. Но он просто вот политический провидец. Я не знаю, долго работал в системе власти, как-то очень хорошо понял Путина. Он очень хорошо понимал, к чему идет дело. Он организовывал марши мира, антивоенные акции. И я думаю, что это раздражало. Более того, все-таки он вернулся во власть. Да, в региональную, но вернулся. Он победил на выборах в Ярославскую областную думу и стал самым ярким и результативным депутатом. Из-за этого, кстати, уважал очень Алексей Навальный. Я исхожу от обратного. У меня нет никаких контраргументов против своей собственной версии. И я тебе могу сказать, что уже после полномасштабного вторжения мне написало несколько людей и сказали, что все-таки я права в отношении того, кто заказчик убийства. У тебя кота звали Сахаров? Кота, да, первого. Ты Сахарова ни до, ни после не видела никогда в жизни? Ни раз в жизни. Но считалось, что Немцов вырос из диссидентской среды. Да, это логично. А ты считаешь, из научной среды. Из научной среды или из диссидентской среды? Это не одно и то же. Ну, все-таки он был физиком в первую очередь. Но отец диссидент. Он стал диссидентом благодаря стечению обстоятельств. Мне отец отличную фразу сказал: если бы не было революции, я бы не стал политическим деятелем. Демократической революции в России. А так он вырос из научной среды как лидер экологического движения в городе Горьком против строительства атомной станции теплоснабжения. А идею ему это подкинула
моя бабушка Дина Яковлевна. Потому что мне она, кажется, был диссидентом в вашей семье настоящим. Нет, они не были диссидентами, конечно. Но она никогда не была там сталинистом, не восхищалась генсеками, политбюро. Она не была коммунисткой, она не верила в эту идеологию. То есть она... Никакого восторга у нее Советский Союз не вызывал или власти, но при этом она работала врачом и, в общем, жила в предложенных условиях. Какие были другие варианты? Она просто смертельно боялась после Чернобыльской катастрофы, она боялась, что такая катастрофа возможна в Горьком из-за ветхой инфраструктуры города. Вот. И поэтому она стала бить в набат в форме сбора подписей на центральных улицах города, чтобы прекратить строительство АСТ. Но из-за того, что она врачом была, то есть она не понимала ничего в ядерной физике, безусловно, и поэтому она привлекла отца для того, чтобы просто эффективнее усилить свою команду. Я правильно понимаю, что Дина Яковлевна и в его воспитании, и в твоем оказала, в общем, наверное, решающую роль? Это сложный для меня вопрос. Ну, у него не было отца, то есть он был, но родители отца развелись, и поэтому моя бабушка была главной в семье. Я думаю, какие-то базовые ценности, наверное, она в отце заложила, но отец же довольно рано ушел из дома, и вообще он был таким независимым человеком, он уже в 15 лет начал подрабатывать. Я не думаю, что это какое-то решающее влияние. Важное, но не решающее. А в моей жизни... отец, конечно, более важную роль сыграл. Ну, это к бабушке ты сбежала, когда не пошло у тебя в Москве. А куда мне бежать было? Я тогда не знала, что существуют другие опции. Я бы их рассмотрела. Бежишь туда, где все понятно. Поэтому, да нет, вот так я сама про себя сказала, я на нее, наверное, похожа. Внешне точно. И у меня довольно жесткий характер, более жесткий, чем, скажем, моего отца. Я думаю, что это в бабушку. Слушай, я вот не могу сказать, что один человек повлиял на все. Отец повлиял сильно на меня, а также на меня ужасно сильно повлияли обстоятельства его трагической гибели. Они меня полностью изменили. Я чувствую сама, как я за эти 10 лет, мы с тобой общались последний раз, я тебе давала интервью, ты говоришь с другим человеком сейчас за эти 10 лет. Многое что изменилось. Что главное изменилось? Уверенности больше стало. Я понимаю, что я делаю, зачем я делаю. И еще трансформация одна произошла. Знаешь, я такая обидчивая была. Я, черт подери, на всех обижалась. Мне казалось, что меня недооценивает журналистское сообщество России, недооценивают общественные и политические деятели, что не хотят там фонд Немцова поддерживать и говорят, что я испорчу бренд. Постоянно у меня было какое-то большое количество мелких разных обид. Я это полностью преодолела. Я считаю, что если ко мне так относятся, значит, я не смогла убедить этих людей. И это моя проблема, а не других людей. Тщеславие поубавилось. Это потому что я, наверное, из журналистики ушла. Раньше там лайки, комментарии, просмотры, а сейчас... Но мне кажется, что если 10 лет назад у тебя были вопросы, то имею я право это сказать, и ты как будто бы задним числом смотрела, как бы это прокомментировал отец. То есть сейчас ты стала говорить совсем от своего имени. Потому что, когда у тебя нулевой опыт в общественной жизни, когда ты еще не успела ничего сделать, ты чувствуешь себя ужасно неуверенно. И мне удалось... Вот есть такие программы, я раньше думала, что вот эти короткие программы, это какая-то ерунда вообще. А мне просто посчастливилось в 2017 году попасть в Стэнфорд на 3 недели на такую лидерскую программу, тогда называлась Rebel Hill Summer Fellowship Program. Она в значительной степени изменила мое мировоззрение. Вот раньше я думала, вот если человек со мной на 100% не согласен, то вот я с ним, наверное, не захочу ничего делать вместе, реализовывать совместные проекты. А теперь я поняла, что если человек хотя бы на 30-40% с тобой согласен, то уже с этим человеком можно что-то делать вместе, что надо всегда искать точки соприкосновения и строить коалиции, а не постоянно со всеми ругаться. И, как ни странно, такая простая мысль мне вот в голову пришла только после того, как я прослушала лекцию Фрэнсиса Фукуямы, которая по-английски называется «Stakeholder Analysis». Очень много сейчас его критикуют, Фукуяму. Да его постоянно критикуют. За эссе про конец авторитарных режимов и установление в мире либеральной демократии. Это эссе он написал в 1984 году. Я к нему отношусь с огромным уважением. У него есть одно очень хорошее качество.
помимо того, что он умный, образованный человек, он видит своей миссией помощь молодым лидерам в разных сферах, в журналистской сфере, в общественной жизни, в политической сфере. И он совершенно бесплатно готов читать лекции и семинары для таких людей. Я думаю, что основное количество претензий к нему связано с тем, что главный дефицит сегодня, не только в России, везде, это образ будущего. И он подарил людям некий образ будущего, в который они верили, и поверили так крепко, что разочароваться в этом было, конечно, большой трагедией, и они обвиняют его в том, что... Но ирония судьбы заключается в том, что благодаря этому он стал самым популярным политологом в мире. Ну, когда-то. До сих пор. Ты в 14 лет собирался открыть кондитерскую. Такой был план. Это был, видимо, ответ на вопрос о том, о чем я мечтаю, правильно? Нет, ну идея-то хорошая на самом деле, но пока я не открыла кондитерскую, пока что я открыла фонд Немцова. Но я действительно задумываюсь о том, ну, чтобы не открыть кондитерскую там, или шиномонтаж, а чтобы открыть коммерческое предприятие. Ты хочешь заниматься все-таки бизнесом? Социально ответственным бизнесом. Я тебе сейчас обтекаемо скажу, да, потому что я не хочу, чтобы мои планы были публичными. Дело в том, что после 22 года из России уехали не только журналисты, не только активисты, не только правозащитники, но уехало и большое количество предпринимателей, в том числе айтишников. Ну, об этом многие знают. Они осели в большинстве своем в безвизовых странах. Эти люди... в основном антивоенные. Многие из этих людей делали бизнес в России, но они там не были связаны с государством и так далее. И мне кажется, что мы про это комьюнити забыли. И о нем никто, в принципе, никогда не говорил. И мне кажется, что российские предприниматели могли бы внести свой вклад в развитие инновационной отрасли в Европе. Вот с этим более-менее будет связан мой бизнес. Я хочу помочь этим людям развиваться. Когда ты стартуешь? Я долго шла к этой идее. Я рассматривала разные варианты. Дело в том, что когда мы с Ольгой Шориной создавали фонд Немцова, я ей говорила: Оль, я не хочу заниматься общественной деятельностью. Я понимаю, что это важно. Пообещай мне, что когда-нибудь я буду заниматься предпринимательством или фондовым рынком. И вот пришло время, 22 год, это, наверное, уже осень. Я у Ольги в гостях была. Мы с ней лежим в кровати, смотрим на звезды. Так вы не подумайте... Да, звучит, конечно, романтично. Ну, это правда. Но это романтично, но не так, как вы подумаете. Подожди, вопрос небольшой в скобках. Оля Шорина была помощницей твоего отца. И верной его соратницей долгие-предолгие годы. Я ее не назову помощницей. Она была советником моего отца. Последняя ее должность – исполнительный директор партии «Парнас». До этого она была главой пресс-службы движения «Солидарность». Да, совершенно верно. И после убийства мы с ней объединились. Но дружили вы с ней до убийства или после? После. Мы знали друг друга, но мы не дружили. Потом мы стали партнерами, и, конечно, партнеры иногда ближе, чем мужья и жены. Ну, это твоя сейчас ближайшая подруга. И даже ближе, чем твои родственники. Да, конечно. Я этого не скрываю. А судя по тому, как мы провели с тобой сегодняшний день, вторая твоя ближайшая подруга – это твоя мама. Ну, она тут оказалась, потому что мы приехали из Турции. Я очень хорошо к маме отношусь. Это близкий мне человек. Близкий человек. Да, но все-таки не подруга, а близкий человек. Мама – это святое. На мной Оля все время прикалывается, что у меня часто отдых с мамой. У нас уже прям мем такой. Ну что же, Анна, опять отдых с мамой? Я говорю, ну да. Но ты с ней всем делишься? Некоторыми вещами с временным лагом, некоторыми сразу делюсь. Потому что было твое интервью одно, где ты сказал, что ты какие-то вещи скорее папе расскажешь, чем маме. Ну, это давно было. Папе я уже ничего не расскажу. Нет, я маме рассказываю многое, но не всегда сразу. Но мама очень интересуется моей жизнью, с удовольствием разговаривает со мной по телефону. Я иногда сяду где-нибудь в кафе, что-то одна сижу, думаю, надо маме позвонить.
Вернемся сейчас к тому, что с Олей Шориной после гибели отца вы решили создавать фонд Немцова, но она тебе обещала, что однажды ты будешь заниматься бизнесом. И вот в 22 году она говорит, много уехало предпринимателей, надо, наверное, инвестиционный фонд создать, говорит Оля. Ни много, ни мало. И я загорелась этой идеей. Мы провели там небольшое исследование, я познакомилась с некоторым количеством уехавших технологических предпринимателей. Но это нельзя в полной мере назвать бизнесом. Но мне кажется, что задача гражданского общества в том числе помогать и таким людям. Потому что когда-то эти люди могут помочь вам. То есть более-менее вокруг этого строится моя идея. Как звучит миссия фонда Немцова? Очень просто. Просвещение, свобода информации, права человека. Ты считаешь, что это больше востребовано за пределами России или в России? Это востребовано во всем мире. Весь мир не Россия, Россия не весь мир, и тебе это везде скажут. Ну и что? Многие люди во всем мире, в том числе и в России, считают, что образование – это важная, необходимая ступень для того, чтобы сделать карьеру, чтобы зарабатывать деньги. Свобода информации, мне кажется, что это безусловная ценность. В критических ситуациях люди всегда начинают искать информацию. И если нет свободы информации, ты ее не найдешь. Может быть, абстрактно, на абстрактном уровне это не ценность, но когда происходят либо какие-то из ряда вон выходящие события, как война и последующая мобилизация, или когда твои права ущемляются, многие люди думают о СМИ. Они думают, как сделать так, чтобы журналисты об этом узнали и об этом рассказали. Теперь права человека. Это очевидные вещи. Я не знаю, как это люди понимают или не понимают, но когда их права ущемляются, они возмущаются. Поэтому, когда призывают, когда всячески там ущемляются права, людей это возмущает. Поэтому это для всех ценность. Возмущают, но все равно все продолжают жить, как жили. Просто возможности для борьбы ограничены. Ну, может, не такая уж ценность. Ну, это твое мнение. Я думаю, что все-таки ценность, раз люди не готовы добровольно идти на войну, раз люди в подавляющем большинстве против того, чтобы их жизнями управляли. Права человека – это когда ты управляешь своей жизнью, а не государство. Сейчас фонд Немцова признан в России нежелательной организацией. И получается, что распространять вот эти вот свои ценности он больше в России не может. В том числе и ты заявила о том, что фонд прерывает сотрудничество с теми, кто работал на него в России. Так ли это? Первое и самое главное. На фонд Немцова никто не работал, кто жил в России. Другой вопрос, что люди, которые жили в России, участвовали в наших программах, в том числе, там, например, в школе журналистики. И я приняла для себя решение, что мы больше не будем приглашать на нашу журналистскую программу людей, которые живут в России. Это мое решение. Я знаю, что другие организации действуют по-другому. Я не буду подвергать жизни других людей риску. Я не буду подвергать их риску преследования любого, административного, уголовного и так далее. Когда мы были признаны нежелательной организацией, я подготовила письмо и объяснила нашим предполагаемым участникам из России, почему я не могу их пригласить на школу. Мне многие возражали. Говорили, мы не боимся. Мы по-разному риски оцениваем, те, кто в России, те, кто за пределами России. Я говорю, знаете, я не могу просто по морально-этическим соображениям взять на себя эту ответственность. Я понимаю, что какие бы меры безопасности мы не предприняли, гарантировать, что никто не узнает о том, что вы были на нашей школе, я не могу. Я считаю, что важнее оставаться на свободе, важнее не платить гигантские штрафы, чем приехать на несколько недель на программу. Поэтому в том числе в следующем году уже школы журналистики не будет. Но это не единственная причина. А какая еще? Кризис российской журналистики. Ну, если никто еще не стал журналистом, собирался у вас поучиться. Где работать будешь? Хороший вопрос. Я создаю проект, когда я считаю, что он может
помочь человеку развиваться в профессиональном плане. И в 2018 году школа была хорошей идеей. Тогда был расцвет новых медиа. Тогда множество молодых журналистов мечтали работать в «Медузе», мечтали работать в расследовательских каких-то проектах и так далее. Сейчас, по-моему, это не так. Я просто не понимаю, нигде будут эти работать люди. Даже если они мечтают работать в современных независимых русскоязычных медиа, то есть финансовый кризис, который устроил Путин. Запретил иноагентам размещать рекламу, например, ударил по твоей программе и по другим известным российским блогерам. Фактически разрушил финансовую модель российских медиа. И у медиа просто нет финансовой возможности для того, чтобы нанимать молодых журналистов, к сожалению. Так зачем мы будем этому обучать? У тебя не возникало вопросов, почему, объявив фонд Немцова нежелательной организацией, российские власти не объявили тебя даже иноагентом? Подожди, у нас уже путинизм закончился? С 1 января 2025 года все? А ты допускаешь мысль, что где-то там вокруг Путина, среди тех людей, которые к нему приближены, есть люди, которые были соратниками твоего отца, и, возможно, они тебя берегут? Это сложный вопрос, я не могу на него тебе ответить. Если ты любишь конспирологию, у меня есть такая теория, что очень часто признают иноагентом или иноагентами людей, которые очень много высказываются в социальных сетях. Я не этот человек. Что касается фонда Немцова, признание организации нежелательной. Тут у меня тоже есть теория. У меня, если и была крыша в России, то это моя бабушка. И признали фонд Немцова после того, как моя бабушка умерла. Какая связь? Потому что моя бабушка знала, в том числе лично, Кириенко. Поскольку в 1997 году, когда мой отец был назначен первым вице-премьером российского правительства, моя мама решила остаться в Нижнем Новгороде, и бабушка с ним поехала для того, чтобы помогать ему по хозяйству. И поэтому к нам на дачу, а жил отец в Архангельском, приходили разные известные люди, включая Сергея Кириенко. Я думаю, что не хотели расстраивать женщину. Это моя версия. А ты видела Кириенко когда-нибудь? Да, конечно. А с сыном его знакома? Нет. Мне кажется, может, я его видела давным-давно. Кириенко – земляк наш. Ну, у меня было ощущение, что вы с его сыном едва ли не расти вместе должны были. Это заблуждение глубокое. А вообще вот с этими детьми соратников своего отца ты насколько близко дружила? Вообще не дружила никогда в жизни. То есть ты только с дочерью Потанина училась в школе? Это верно. 1/4. И все? И все. А Путина ты видела? Я думаю, что я его, может быть, и видела, но я этого не помню. А мама моя видела, потому что он несколько раз. Потому что он приезжал один раз, еще когда мой отец был губернатором Нижегородской области, насколько я помню. А второй раз мама и отец были на приеме, и тогда видели Путина. Грубо говоря, нет. После гибели твоего отца тебе пришлось выстраивать отношения с его врагами, соратниками и теми, кто, может быть, как-то издалека, но хотел его поддерживать, свои личные, отдельные. И не со всеми у тебя эти отношения сложились, я правильно понимаю? А с кем не сложились? Ну, например, с Чубайсом. Ну, он поступил некорректно, опубликовав частную переписку. Но он утверждает, что он опубликовал ее потому, что ты ее слила. Это неправда. Докажи. Я ее смогла слить, если он ее опубликовал. Во-первых, там не все письма были. Там Нет, сперва стали известны какие-то подробности ваших разговоров с ним, а потом он опубликовал переписку. Ну, он решил высказать свое ценное мнение относительно того, как я должна вести себя в отношении расследования. Иными словами, он тебе рекомендовал не обвинять ни в чем Кадырова. Он мне рекомендовал в первую очередь не требовать допроса Кадырова, и второе, не призывать к международному расследованию. Но начнем с того, что никакого международного расследования невозможно. Мы призывали к процедуре надзора
это не имеет никакой юридической силы. И Парламентская ассамблея Совета Европы, и Парламентская ассамблея ОБСЕ ознакомились с материалами дела и приняли решение, что качество расследования оставляет желать лучшего, что заказчики не наказаны, что это политическое убийство, а не убийство за деньги и так далее и тому подобное. То есть это формирует позицию ряда стран, которые члены Совета Европы или ОБСЕ. Там не все страны согласны, например, Россия не согласна. Большинство стран относительно характера этого убийства. Вот. Но он сформулировал это так. Но я не просила его совета. Он мне не друг. А отцу он был друг? Нет. В последнее время нет. Мне ни один больший человек не позволил себе этого. Я сама разберусь, что я должна делать в отношении расследования, как потерпевшая сторона. У меня были адвокаты. Но так как Анатолий Чубайс тогда все-таки был главой Роснано, если я правильно понимаю, влиятельным человеком, я посчитала нужным предупредить своих адвокатов о том, что это происходит, потому что я это расценила как давление. Насколько я помню, предшествовала вот этой переписке, встрече Анатолия Чубайса с Путиным. Это дело связано было с Меламедом, который тогда был под уголовным делом. У меня сложилось ощущение именно из-за хронологии, что, возможно, Путин попросил Чубайса, как главного коммуникатора с оппозицией, оказать на меня легкое давление. И поэтому я предупредила своих адвокатов об этом. Дальше произошло следующее. Вадим Прохоров пошел на какую-то там вечеринку и кому-то из журналистов об этом рассказал. Вот и все. И потом Чубайс стал... Это нарушение адвокатской тайны. Да это не нарушение адвокатской тайны. Просто он взял и случайно об этом рассказал. Угу. Это было ошибочно. Конечно, так делать было не надо. Вот. И после этого появилась статья в РБК и о том, что Чубайс пытается оказывать давление. И он стал в такой жесткой, присущей ему форме требовать от меня объяснений. А я не захотела давать этих объяснений. И он тогда мне сказал, если ты мне в течение какого-то времени не дашь объяснений, то я там что-то сделаю. И я стала думать, а что он может сделать? Я же уже не в его юрисдикции. Я нахожусь в Германии, работаю на Deutsche Welle. Конечно же, я не стала ему писать, что такая ситуация возникла. Я беспокоилась за адвокатов. Вот прикрыла адвокатов своих. И я помню, что она опубликовала переписку. Мне кажется, только в эту переписку не вошли вот эти вот последние имейлы, где уже мы обсуждали, какая кара меня ждет. И я помню твой комментарий. Ты была на его стороне. Я запомнила, да. Ну, не потому, что я злопамятная. Просто мне казалось на тот момент, что... я не люблю, когда на меня вот так вот давят, что требуют от меня каких-то объяснений. Но действительно, я не сливала ничего. Как так вышло, кстати, что и у тебя, и у Маши Гайдар отношения с Чубайсом, который со стороны, по крайней мере, казалось, был соратником ваших отцов, так ярко не сложились? Я не стремилась к тому, чтобы у меня складывались какие-то отношения особенно. Все-таки пути моего отца и Анатолия Борисовича разошлись. Когда-то они вместе работали, делали общее дело, а потом все-таки Анатолий стал членом команды Путина. Он правильно сделал, что когда началась война, покинул Россию. Мне кажется, он человек, который совершенно не умеет прощать. Я на него совершенно уже не злюсь. Я когда-то там злилась, но это было давно. Сейчас я уже все это в прошлом. После того, как он уехал из России, вы не разговаривали? Нет. Никакую помощь фонду или помощь твоим программам он не предлагал? Нет. Я думаю, что у нас уже невозможны нормальные отношения. Но я никогда и не просила никакой помощи у Анатолия Борисовича. У нас ценности разные, понимаешь? У меня есть позиция, которую мы сформулировали с Олей, что мы никогда не просим о помощи и поддержке у состоятельных людей с политическими амбициями, это одна категория, а также у людей, с которыми у нас разные ценности. С Анатолием Борисовичем у нас разные ценности. У кого-либо из олигархов, которые оказались за пределами России, а я так понимаю, что разговоры о поддержке фонда были и с Ходорковским, и с Гусинским, и с Блаватником. Что?
Ходорковский предлагал тебе деньги. Он был, по-моему, в борде в Совете правления, или в чем он там был? Он был в борде фонда. А почему он деньги мне предлагал? Это кто рассказал? Это я предполагаю, что он должен был предлагать тебе деньги. Не так, неправильная история. А в интервью Осетинской ты говоришь о том, что он предлагал деньги, но ты отказалась. Нет, мы с ним встречались в 2015 году в Цюрихе. Эту встречу организовал Володя Кармурза, который тогда с ним работал. И предложение Михаила Борисовича заключалось в следующем, что я иду на выборы в Госдуму. Если мне память не изменяет, они должны были состояться в 2016 году, верно? Да. Я сказала, что... Ходорковский тебе предлагал идти на выборы в Госдуму. Да. Использовать свой политический капитал и то, что произошло с моим отцом, для того, чтобы начать политическую карьеру. Я сказала, что я не считаю это правильным по морально-этическим соображениям. Отказалась от политической карьеры, а значит, отказалась от его поддержки. Тем не менее, у нас было несколько совместных проектов. На концерте в Базеле снимали сотрудники «Открытой России», они организовали вот эту всю трансляцию. Второе, мы делали форум Немцова первый в 2016 году, и тогда там был небольшой грант, который полностью пошел на оплату приезда участников, которые работали в «Открытой России». Точка. Но я с ним иногда общаюсь. Раз в 2-3 года. Просто так. И могу пересказать содержание одного из разговоров с ним. Это был год, я не помню, 17-й, наверное. Что он сказал, что я вас очень сильно уважаю, что вы самостоятельно зарабатываете деньги. И мне, во-первых, было это приятно слышать, а во-вторых, я поняла, что, наверное, точно не надо обращаться за помощью к Ходорковскому. Ты правильно говоришь, он был в совете фонда, причем он мне даже сказал, я тебе только буду вредить, потому что все будут считать, и он прав, что я тебе деньги даю. Я говорю, да ладно вам, я тогда ничего не понимала. А почему ты его позвала в совет фонда? Почему-то мне показалось на тот момент это правильным решением. Все-таки он на тот момент вышел из тюрьмы, просидел 9 лет в тюрьме, мой отец с ним встречался несколько раз. Да, я считала в каком-то смысле, что они все-таки ближе по взглядам, чем, как я понимаю, они оказались на самом деле. Ни в одном из своих нечастых разговоров с Ходорковским нынешнего времени ты не обсуждала с ним вопрос того, насколько он связан с тем, что происходит вокруг Леонида Невзлина, и как он к этому относится? Я последний раз с ним встречалась в 2023 году. На самом деле, мой муж, бывший уже сейчас, захотел с ним познакомиться. Мы были в Лондоне, и я говорю, Михаил Борисович, пойдемте попьем чай. И он пришел с женой, и я пришла с мужем. Вот и все. И они там с Пашей в основном беседовали. Я даже не особенно участвовала в этой дискуссии. Я что-то задала тогда, какой-то вопрос. И тогда еще все это, что сейчас известно, не было известным. По поводу Леонида Борисовича. То ли про то, как у них устроены отношения. И я не помню на него ответа. Все. Вот все произошло. Появилась публикация ФБК, появилась публикация агентства, появилась публикация «Медиазоны». Но я не посчитала нужным писать Ходорковскому по этому поводу. А что я должна написать ему? Я остаюсь свободным человеком. Ну, это же не может тебя не касаться. Ты тоже... Нет, это меня не касается. Как меня это касается? Ну, ты относишься к медиапространству российскому? Я отношусь к российскому сообществу в изгнании. Вот так бы я сформулировала это. Это, конечно, наверное, нанесло урон имиджу нашего сообщества. О его масштабах мне сложно говорить, но я за то, чтобы все тайное становилось явным. Мне повезло быть человеком, не связанным финансовыми взаимоотношениями ни с Михаилом Борисовичем, ни с Леонидом Борисовичем. И от денег Гусинского ты тоже отказалась? Да нет, подожди, про Гусинского отдельно я тебе расскажу. То есть то, что изложено в материале агентства, я считаю достоверным. Если ты мне такой вопрос задашь. С Леонидом Борисовичем мы тоже общались последний раз по СМС в 2023 году, по-моему. Ну, там разговор своеобразный был. Так, теперь про Гусинского. 2017 год. Я приехала на открытие площади Немцова в Вашингтоне.
И вдруг туда же приезжает Алексей Венедиктов. И Алексей Венедиктов меня приглашает на встречу с Владимиром Гусинским. Я прихожу на эту встречу утром. Они начинают надо мной как-то издеваться, шутить. Не смешно. Ну, я смотрю на них, думаю, ну ладно, что я могу сделать. Но они предложили конфигурацию, при которой Михаил Прохоров, Михаил Ходорковский и Владимир Гусинский войдут в борд фонда и будут помогать фонду. Я говорю, слушайте, я говорю, Михаил Ходорковский и так в борде. Я говорю, дело в том, что у нас борд – это не исполнительный орган. Это наблюдательный совет, то есть у него нет исполнительных полномочий. Исполнительные полномочия у акционеров. Вот тот, кто держатель акций, тот и принимает решение. А борд… А держатель акций кто? Я. На тот момент была, по-моему, я одна. На тот момент, когда мы встречались. Он говорит, надо все изменить. Надо сделать так, чтобы совет был исполнительным органом. Я говорю, это невозможно сделать, но мы можем найти возможность. Ладно, я подумаю. Я подумала какое-то количество времени, может, пару недель, и написала письмо Гусинскому, что я с этим предложением не согласна. Это же нонсенс, черт подери. Деньги в обмен на то, что я отдаю им контроль, деньги в обмен на личную лояльность. Это нонсенс. Так не работает благотворительность в цивилизованных странах. Это правила 90-х. А я не согласна с этими правилами. У меня другие правила. Если мы говорим, что мы хотим демократической страны, тогда первое и самое главное, нам надо начать с себя. Как мы сами действуем. Из-за того, что эти люди действительно формировались в 90-е, делали свои карьеры в 90-е годы, у них такие взгляды, а у меня другие. Поэтому у нас нет ничего общего. А как ты считаешь, вот эти люди из 90-х, которые вообще-то управляют довольно большими активами до сих пор, да, они за пределами России, но у Ходорковского, который уже больше 10 лет находится на свободе, огромный массив СМИ. И у Невзлина огромный массив СМИ, и у Гусинского какой-то есть объем СМИ. Обладают ли они действительно влиянием, и можно ли еще ждать от них каких-то перемен, каких-то действий, чего-то смыслообразующего? Влиянием они, конечно, обладают. Просто по факту того, что у них большие финансовые ресурсы. Это инструмент влияния. Обладают ли они политическим влиянием в России? Мне кажется, нет. Могут ли они стать агентами перемен? Сомневаюсь. А кто может? Я не знаю пока этого человека, и ты не знаешь. А у фонда вообще как сейчас с финансированием? Нормально, если тебя устроит этот ответ. Я стараюсь всегда не раздувать штат, не сделать так, чтобы ваши административные издержки были минимальными. Сколько у тебя примерно человек? Непосредственно в фонде до 10. Дело в том, что есть фонд Немцова, а есть другая организация, которая называется Foundation for Democracy and Liberal Values. Это организация американская, которая сейчас работает как донорская организация и поддерживает производителей контента на русском языке. Это две разных организации. Кстати, в Foundation for Democracy and Liberal Values я не являюсь директором даже. Меня этот фонд нанял в качестве грантового директора и члена грантового комитета. Да, но тем не менее о создании этого фонда объявляла ты в соцсетях. О запуске донорской организации объявляла я, потому что я лицо организации, но я не директор. У меня небольшая организация. Мне не удалось создать большую организацию. Например, я не могу масштабировать свои проекты. Я не могу масштабировать проекты, которыми занимается фонд Немцова. Я не могла масштабировать школу журналистики, потому что она потеряла в качестве. Я не могу масштабировать магистратуру, потому что каждая аккредитация – это 3 года. В общем, многие вещи я не могу масштабировать. А все-таки, когда ты хочешь расти, ты должен понимать, как это можно масштабировать. Как вы выживаете? Первое и самое главное – это низкие административные издержки. А второе – это планирование. То есть я всегда исходила, мне очень понравилась концепция. Я ее и раньше использовала, но потом ее сформулировала Галина Тимченко. По-английски она звучит negative thinking.
То есть я все время думаю о том, что еще может плохого случиться и как мы будем дальше действовать. То есть такие мысленные стресс-тесты. В чем проблема грантового финансирования? Главное – нестабильность. Потому что сегодня ты выиграл грант, а завтра ты его проиграл. Особенно нестабильность в условиях, в которых мы сейчас находимся. Когда, например, медиаорганизации не могут выживать без грантовой поддержки, фактически. Какие-то могут, какие-то нет. Претендентов на гранты становится все больше, а пирог тот же самый. Вот, конечно, в этих условиях фонд Немцова в том числе проигрывает гранты. И с нами тоже произошла такая ситуация. Я даже согласна, что мы его проиграли. Если ты теряешь грант, ты теряешь не только проект, ты теряешь деньги, которые ты платишь как зарплаты. Надо выкручиваться. Я стараюсь это делать, и вроде пока получается. Но как будет дальше, я не знаю. Еще через 2 года. То есть я понимаю, как это будет в этом году и там в следующем, может быть, полгода, а дальше надо думать. Это сложно. И ровно поэтому я считаю правильным уходить от зависимости от грантов такой большой и создавать нечто, что может финансировать нашу организацию, чтобы это было стабильным для меня финансированием, чтобы я постоянно не думала, где мне искать деньги и так далее. Я об этом думаю всерьез. Разговор о грантах мы с тобой затевали в каждом месте, где бы мы сегодня не оказывались. Поэтому рано или поздно он должен был бы состояться. Да. Да, ты стала лицом организации, которая аккумулирует гранты и раздает их. Правильно я вашу миссию? Саккумулировала финансовые ресурсы, и мы на конкурсной основе предоставляем грантовую поддержку производителям контента. Но не кажется ли тебе, что работа медиа за грант создает нездоровую атмосферу и внутри медиа, и снаружи, и дает козыри в руки тех, кто комментирует деятельность оппозиционных СМИ? Это сложный вопрос. То есть в мире так устроено, что есть коммерческие компании, а есть некоммерческие компании. С этим согласна. Да. Какая задача у коммерческого сектора? Главное. Я тебе вопрос задаю. Быть самоокупаемым? Максимизация прибыли. Это просто по учебнику. У некоммерческой организации есть определенная миссия, связанная с общественным благом. Очень часто максимизация прибыли идет вразрез с реализацией социальной миссии, поэтому существует некоммерческий сектор. Я хочу привести один пример. Мы все пользуемся мессенджером Signal. Многие из нас пользуются мессенджером Signal. Все ли мы знаем, что это некоммерческая организация, в отличие от WhatsApp и от Telegram? Сигнал все время предлагает дать ему донаты. Вот. Я даю. И ты даешь донаты, и ты считаешь, что это нормально. Да. Потому что тебе нравится этот сервис. И я задала вопрос. Телевидение мне тоже кажется нормальным. Подожди, это не платное телевидение, это грантовая поддержка. Просто есть разные формы. Почему это грантовая поддержка? Это я плачу за контент. Нет, есть разные формы. Есть формы частных пожертвований. Это частные, то, что ты делаешь частные пожертвования. Есть форма гранта, которые другие фонды дают. Я думаю, что Сигнал, у них и модель такая, что у них есть и гранты от фондов, и частные пожертвования. Все. Но, во-первых, у них нет рекламы. Дело в том, что любая коммерческая организация, потому что она стремится к максимизации прибыли, это достигается путем размещения рекламы, если мы говорим о социальных сетях. Они должны собирать большое количество данных о своих пользователях для того, чтобы эта реклама была более эффективной. Сигнал же выступает за свободу выражения, а главное за защиту персональных данных. И просто вот эти вот две цели, они находятся в конфликте друг с другом. И поэтому они не коммерческая организация, потому что они не собирают данные о своих пользователях и не продают их рекламодателям. Второй пример. ProPublica. Это крупнейшее издание расследовательское. По его образу и подобию создано издание, которое ты знаешь, «Проект». ProPublica – некоммерческая организация. То есть они живут за счет грантов и частных пожертвований. Потому что если это медиа, где есть инвесторы, то инвесторы хотят прибыли. Соответственно, редакция должна производить контент. Во-первых, эффективнее это делать, быстрее, эффективнее. И в том числе думать о том, как на реакцию своих читателей на этот контент. ProPublica может себе позволить очень долго работать над каким-то сложным расследованием и направлять на это ресурсы. Поэтому они существуют как некоммерческая организация.
Приводишь примеры работы в здоровой атмосфере. А у нас атмосфера такая, что у нас разрушили бизнес-модель большинства СМИ. И для того, чтобы выживать, я считаю, что, во-первых, я как грантовый директор и как член грантового комитета американской организации. Кстати, деньги, которые находятся в этом фонде, это частные деньги. Это никакие не государственные деньги, никакой госдеп. Вообще. Ни разу. Это частные деньги. А чьи ты не можешь сказать? Мне запрещают говорить. Я пытаюсь этого человека убедить, что он должен публично об этом заявить. У него есть одна причина, почему он делать не хочет. Он не находится ни под какими санкциями. Он выходит из России, заработавший свой капитал за рубежом. Он технологический предприниматель с правильными ценностями. Вот эти деньги, которые существуют в нашем фонде. Я надеюсь, что и другие люди к нему присоединятся. Потом объясню, почему мне нравится этот механизм. Но я вот член грантового комитета и грантовый директор. Естественно, я знаю довольно хорошо ситуацию в российских СМИ. Я еще и знаю и о том, какие идеи существуют. И я горжусь российской журналистикой. Потому что у наших российских журналистов есть чему поучиться европейским журналистам. Например, работе в условиях авторитаризма, например, общению с аудиторией, например, работе с ограниченными ресурсами, например, работе с журналистами внутри страны, например, технологической подкованности наших российских журналистов-расследователей, их начинания. В том числе многие из этих людей пытаются найти новые формы монетизации. Многие из этих людей придумывают способы обхода блокировок. Все это очень важно, потому что в России есть запрос на информацию. Он не как бы мы хотели, наверное, но он есть. Есть миллионные просмотры у Катерины Гордеевой. Есть миллионные просмотры у Юрия Дудя. Есть миллионные просмотры у фильма про Кадырова «Проекта». И, конечно, раз есть запрос, надо давать людям возможность иметь доступ к этой информации, в том числе поддерживая различные технологические решения, которые помогают обходить блокировки. Тогда почему это все так стигматизировано? Ты это не отрицаешь? Это связано, честно говоря, исключительно с пропагандой. Потому что у нас гранты и госдеп – это слова-синонимы. Минуточку. Давай мы вспомним начало нашего разговора, в котором мы сошлись на том, что очень многие вещи и очень многие схемы, которые нам не симпатичны, выросли из 90-х, где главное правило было деньги в обмен на лояльность. И это правило стало применимым и в 2000-е, и таким образом купили целое молчаливое поколение. Так, это хороший вопрос. У меня на него есть ответ. В чем есть всегда проблема, когда состоятельные люди или государство занимается благотворительной деятельностью, выдают гранты. Проблема в том, что они могут начать влиять на грантополучателей. Но эту проблему уже придумали, как решать давно. Поэтому и нужны благотворительные фонды, когда между донором, тем, кто дал деньги, и грантополучателями есть стена в виде грантового комитета, потому что решение по грантам принимает грантовый комитет. Соответственно, донор не сможет позвонить грантополучателю и чего-то у него потребовать. То потому что деньги... человек, который дает тебе деньги, не знает, кому ты эти деньги дашь. Нет. Он знает только нашу грантовую политику. Если он тебе придет и скажет: смотри, мне очень нравится, как вот этот работает, давай ему дадим. Ты знаешь, что, оказывается, это даже запрещено американским законодательством. То есть, если любой человек в Соединенных Штатах Америки дает деньги некоммерческой организации, то он может снизить свою налогооблагаемую базу в том случае, если он не принимает сам решение, кому уже эта организация будет предоставлять помощь. А на это тебе скажут: вряд ли какой-нибудь там человек в Америке захочет, чтобы России было хорошо. Это же выходцы из нашей страны, которые... они уже не в нашей стране. Нет, они поддерживают смелых, талантливых, прогрессивных, умных людей. Которые смелые, талантливые, прогрессивные, по чьему мнению? По мнению миллионов российских граждан, которые потребляют их контент. И не только российских, граждан других стран. И этот человек хочет таких людей поддержать. Это наша гордость. И я вот сейчас... прям еще больше в этом убеждена. Это гордость миллионов наших сограждан. И мы хотим, чтобы такие люди процветали. Почему нет? Другой вопрос. Стигма вокруг этого возникла. Это первое, то, что деньги в обмен на лояльность. Я объяснила, как это надо решать. А другое, это этот гранты равно госдеп. Действительно, есть большая доля
квази там, государственного капитала в этих грантах, потому что частные фонды практически все из России ушли. Просто потому что они не могут работать в России. Но независимость, например, фонда Немцова как организации, любой другой, достигается диверсификацией. Когда у вас есть не один большой грантодатель, а у вас есть 10 грантодателей или 20 грантодателей. И тогда вы обеспечиваете себе независимость. Вот и все. И самое главное, вот особенно когда говорим о частных деньгах, для меня очень важно это источник денег. То есть кто дает деньги. Вот есть концепция церкви у некоторых людей, что не важно, кто дает деньги, если это на благое дело. Для меня важно. Я буду работать с людьми, чью биографию я знаю, происхождение капитала мне понятно, и с кем у меня близкие ценности. И такие люди есть, их много. Ты все-таки оптимист. Да. В 2015 году ты отказалась становиться кандидатом на выборы 2016 года, потому что тебе казалось, что это аморально по отношению к памяти твоего отца. Но, тем не менее, в 2024 году ты поддержала Юлию Навальную, которая сказала, что она будет продолжать дело своего убитого мужа. Да, я считаю, что это правильно. Просто я выбрала другую форму сохранения памяти о своем отце. Я создала фонд. Мне действительно на тот момент казалось, что это как-то неправильно, что я, значит, почти не имея никакого политического опыта, вдруг раз и становлюсь кандидатом в депутаты в Госдуму. Помимо того, что я прекрасно понимала, чем все закончится, моим поражением. Все-таки политикам надо хотеть быть. Ты в этой кампании молодых политиков начала 2000-х не была, где была Маша, Гайдар, Илья, Яшин, Навальный. Коротко. Я в 2005 году баллотировалась в Мосгордуму по 3-му округу Москвы. И заняла я 3-е место. Просто тогда была мода такая, многие появились и молодые политики, в том числе и выдающиеся. И мы как-то с Машей там тоже поучаствовали, но совершенно отдельно друг от друга. Понимаешь, вопрос, не могу ли я или не могу быть политиком, а хочу я или не хочу. Дело в том, что для того, чтобы быть политиком, нужно иметь неиссякаемую энергию, нужно гореть этим делом. Ты не можешь заниматься делом, если ты не хочешь им заниматься, даже если ты можешь. Никто меня не убедит, что я хочу быть политиком. Я не хочу на текущий момент. Более того, я уже на момент встречи с Михаилом Борисовичем приняла решение о переезде за границу. Какая Госдума, когда у меня Deutsche Welle? Тебе скажут, какое Deutsche Welle, когда у тебя родина в опасности? Нет, мне не скажут так про родину в опасности, потому что я проиграла выборы, и, в общем, и получилось бы еще хуже, намного хуже, чем то, что сделала я. Я хотела быть журналистом, я хотела строить... Я действительно считала, что мне небезопасно жить в России. Наверное, если бы я была вот такой страстным человеком и желала бы, не знаю, славы, может быть, даже какой-то власти, может быть, я и поменяла бы свои планы, но у меня уже все тогда было решено. Поэтому никаких вариантов. С Юлей другая ситуация. Это война, это убийство мужа в тюрьме. Мы все находимся за границей, и ее имя... Во-первых, сейчас еще... Знаешь, что произошло? Резко изменилось отношение к женщинам. Я не знаю, заметила ты это или нет. Феминизм достиг определенных успехов. Я считаю, что сейчас к женщинам стали относиться в большей степени как к равным партнерам, чем еще 10 лет назад. Потому что 10 лет назад, когда я начинала свою деятельность, многие думали, нет, ну что это, она будет общественно-политический фонд возглавлять. Надо, чтобы там сын возглавлял, еще кто-то. Это была большой проблемой. Сейчас ситуация изменилась, сейчас появилось много женщин, в том числе в политике. Но тот путь, которым Юля Навальная пришла в политику, вряд ли скажешь, что это логичное развитие карьеры. Да нет, я не говорю, что я просто говорю, что в принципе это положительно для Юли изменилось отношение к женщинам, в том числе в политике. В российской оппозиции я не могу назвать тебе женщин, которые занимали бы какие-то высокие посты. А ты можешь? Ну, у нас Financial Times считает человеком года Юлию Навальную, а не Михаила Ходорковского. Да, но Юлия Навальная стала Юлией Навальной лидером российской оппозиции, потому что ее мужа убили в тюрьме в российской.
Я понимаю, но тем не менее сейчас Юля является лицом российской оппозиции. А я, даже если бы захотела в 10 лет назад и согласилась бы на предложение Ходорковского, не стала бы человеком года и не стала бы лидером российской оппозиции. Никто бы меня не слушал, и никто бы со мной митинги не согласовывал. Принято. Теперь, почему я считаю, что это правильно? У нее очень большой капитал, связанный с ее историей и с трагедия, которая произошла с Алексеем. Что дает тебе капитал? Большие связи, большие возможности. Конечно, я считаю, что человек должен принимать это решение. И приняв это решение, объявив об этом, она стала сразу же мишенью для российских властей. У нее изменила жизнь. Она менее свободный человек, чем я, например. Ты мне за кадром говорила, не знаю, сколько это можно публично говорить, что ты находилась рядом с Юлией Навальной в тот момент, когда она узнала о гибели Алексея. Никогда. Дело в том, что новость о смерти Алексея пришла, когда мы все находились на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта конференция стала известна в России благодаря тому, что в 2007 году Владимир Путин там произнес свою знаменитую мюнхенскую речь о необходимости положить конец однополярному миру. Но это конференция, которая собирает мировых политиков, лидеров бизнеса, лидеров гражданского общества и так далее. Юля там была, и там был Леонид Волков, и Мария Певчих. И они знали, что я там, потому что я на следующий день должна была выступать. И вот мы как-то связались, и они меня пригласили. Вот я буквально там час-полтора с ними побыла, и с Юлей в том числе. Ну, там не было какого-то серьезного, жесткого обсуждения. Все-таки это шок был. Ну, я пришла и робко сказала, что, может быть, это было бы правильно. Но это не значит, что я каким-то образом повлияла на это решение. Так или иначе, все эти 10 лет твоей эмиграции, твоя жизнь, твоя работа, твоя карьерная траектория связаны с Россией. У тебя не было идеи развернуться вообще в другую сторону, или ты чувствуешь определенные обязательства? Нет, дело не в обязательствах. Для того, чтобы не заниматься Россией регионом, надо переезжать было бы за границу до, наверное, 10 лет. Я к своему стыду только вчера узнала, что Лекс Фридман родился в Таджикистане, что он свободно говорит по-русски. Вот, чтобы стать Лексом Фридманом, надо уехать было вот в его возрасте. Я думаю, он уехал, когда он был еще ребенком. Он жил в Киеве, потом в Москве, и потом его семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Я знаю еще один такой пример. Правда, этот человек все-таки продолжает заниматься регионом. Это знаменитый военный аналитик Майкл Кофман, который переехал из Киева в Соединенные Штаты Америки тоже в детском возрасте. Вот, так как я уже переехала за границу, когда мне было 30 лет, развернуться практически невозможно. У меня была такая попытка. Но я хочу оговориться, для меня очень важно мое дело, для меня важно сохранять память о Борисе Немцове и развивать его политическое наследие через фонд. У меня была идея после того, как я взяла интервью у Бориса Джонсона. Борис Джонсон был на тот момент главой МИД Великобритании. У меня было всего лишь 15 минут. Интервью было очень успешным. Я зарекомендовала себя как высококлассный журналист, и не только в России, и даже не столько в России, сколько в других странах. Мои интервью показывали по Первому каналу немецкого телевидения, его показывали по BBC, потому что BBC раньше меня взяли интервью у Бориса. Вот. И я, значит, уверенная в том, что ну вот сейчас-таки я добьюсь своего. А чего я хотела добиться? Я хотела вести программу на английском языке. И мне сказали, да, нет вопросов, это возможно. Но потом оказалось, что это невозможно. Потому что я думаю, что это связано с тем, что я иностранка, и все-таки я говорю по-английски с акцентом, это не мой родной язык. Может быть, не могу выразить все мысли на английском языке так, как я могу их выразить на русском. И, в общем, ничего этого не произошло. Все-таки Deutsche Welle – это фактически государственная компания, получает финансирование от государства, и там очень большая инерция, консерватизм, и они, конечно, стараются брать для своего английского вещания ведущих, для которых английский язык является родным языком. Но ты себя видишь скорее как хранитель памяти отца и хранитель его наследия за рубежом, журналист или все-таки российский политический оппозиционный деятель? Так, первое – это какая-то пассивная роль, а я активный человек.
Я все-таки не хранитель. Я развиваю его идеи. Дело в том, что у большинства политиков нет политического наследия, потому что в течение своей карьеры они имели тенденцию менять свои взгляды, переходить из одной партии в другую и так далее. Не надо далеко ходить за примерами, да? Мизулина, например. Она же была либеральным политиком. Кем она стала? Мой отец все-таки, у него была последовательность взглядов, ценностей и действий. И поэтому он человек, один из немногих, которого есть политическое наследие. Это мне позволило создать фонд. Я не хранитель, я активный деятель, я через наши проекты продвигаю те ценности, которые мне тоже близки. Я не занимаюсь журналистикой очень давно. И единственное, что я сделала, но это нельзя назвать в полной мере журналистикой, я сделала подкаст «Another Russia» вместе с Беном Роудсом. Бен Роудс был спичрайтером, во-первых, Барака Обамы, президента США, а во-вторых, он был советником по национальной безопасности. Мы с ним сделали нарративный подкаст, но это последнее. И этот подкаст вышел в 2022 году. Поэтому нет, я не журналист. У меня есть журналистский бэкграунд, который мне, конечно, помогает. Нет, я не оппозиционный политический деятель тоже. Потому что, во-первых, я должна заявить о том, что я оппозиционный политический деятель, задекларировать свои ценности, предложить политическую повестку и проводить политическую работу, в том числе высказываться по важным общественно-политическим поводам, организовывать акции, встречаться постоянно с политиками и пытаться продвигать свои идеи. Мы сейчас понимаем, что российские оппозиционные политики имеют нулевое влияние на то, что происходит внутри страны. Но на что они имеют вообще влияние? Они имеют потенциал влияния, на принимаемые тут решения в Европе и в Соединенных Штатах Америки по широкому кругу вопросов, начиная от визовой политики, заканчивая санкциями и так далее. Более того, они могут, например, вот что сейчас самое главное, на мой взгляд, это гарантии безопасности Украине. Из-за того, что мы понимаем, что в этом году, после инаугурации Трампа, США будут искать возможность для прекращения огня, если мы хотим, чтобы Путин эти соглашения выполнял, какими бы они ни были, нужны жесткие гарантии безопасности Украине. И я думаю, что продвигать это очень важно, в том числе организовывая акции за гарантии безопасности Украине. Это как раз требование, обращенное и к США, и к европейским политикам. Это одно. Второе, но акции, которые организовывают вроде как объединившиеся российские политики в Берлине, эти все акции адресованы Путину. Вот это странно. И я согласна с критиками, что это странно. На мой взгляд, это должна быть паневропейская акция, не только с участием российских иммигрантов. Это должно быть объединение всех людей, граждан разных стран, которые готовы ли пойти граждане разных стран, в том числе европейские политики, с российскими оппозиционными политиками? Надо пробовать. Я не знаю. Надо пробовать. А ты могла бы им подсказать? Они меня не спрашивают. Вот сейчас посмотрят интервью и подумают, может быть. Они могут со мной не соглашаться. Я не участвую в политической работе. Я просто рассказываю, что должен делать политик, на мой взгляд. Дальше это политическая работа. Я хочу объяснить, что протокольные встречи этого мало. Этого мало. Но если вы хотите провести любое решение, то это скрупулезная ежедневная работа. И Европа – это не единый механизм, это не государство вообще-то. Если вы хотите добиваться изменений в визовой политике в отдельных странах, вы должны в этих странах решать эти вопросы, встречаться с главами МВД, МИДа, искать аргументы, почему они должны это делать. Это крайне тяжело. Найти эти аргументы в условиях войны, когда Россия воспринимается угрозой для безопасности страны. Безопасность – это важная внутриполитическая тема для всех европейских стран, для избирателей. Тут уже выборы еще проходят. И европейские политики, им важно, что думают их избиратели. Правда же? Вот. И просто хороший пример приведу, что в Германии самым популярным политиком уже, по-моему, второй год подряд является министр обороны Борис Писториус. Самый популярный политик Германии. Вот так вот. И это просто непосильная задача, которой можно попробовать заниматься.
Я пока что выбрала другую деятельность. Я общественный деятель. Я руководитель образовательных и благотворительных проектов. Я умею придумывать проекты и его реализовывать. Второе важнее. Когда меня просят политические деятели в чем-то помочь, я всегда стараюсь им помочь, даже если они мне лично не очень симпатичны. Мне нельзя мелочиться, это неправильно. А так есть вот у нас какое-то количество людей, которые себя считают политиками, им являются, и есть огромное поле для деятельности. Если бы российская оппозиция сейчас выдвинула бы какого-то одного человека, назвав его своим лидером, то кому из них ты бы пошла работать? А какие варианты? Ты все варианты знаешь. Это зависит от многих факторов. И сейчас я просто не вижу такой ситуации. Я чисто конкретный человек. У меня есть дело тут, в Чехии. Я понимаю, что вам кажется, что это ничего не важно, а я считаю, это важно. Это студенты. Чехия была одна из самых популярных стран для российских студентов. Это правда. Тут очень хорошее образование, тут приемлемые цены. Образование бесплатное, если ты учишься на чешском языке. Мне надо решить вопрос с визами. У меня есть разные варианты, я вела разные переговоры. Мне не получается. И если другие лидеры политические, которые называют себя политиками, которые воспринимаются как политики, будут в этом помогать, я буду с ними тоже над этим работать. Потому что это важно, как я считаю. То есть если есть какое-то дело, которое я считаю важным, полезным, я буду всегда сотрудничать. А пойти на работу – это уже какая-то другая история. Но твоя поддержка Юлии останется неизменной в любом случае. Слушай, нас все-таки связывают не просто какие-то там деловые отношения, а связывают личные отношения. Мы встречались в неформальной обстановке, в том числе с Алексеем. Мы вместе обедали, ужинали, гуляли и общались. Это все-таки немножко другой уровень отношений, чем если бы мы были коллегами просто. И, конечно, это накладывает определенную ответственность, когда я говорю о человеке, которого я знаю, которого я уважаю в публичном пространстве. И то, что я писала в своей колонке для Financial Times, что это мужественный шаг с ее стороны, что мне нравится, что у российской оппозиции появилось женское яркое лицо. Мы наблюдаем сейчас смену лидерства. Юля дает возможности другим людям, в том числе и мне, реализовать себя, когда меняется лицо с мужского на женское. Конечно, хорошо бы, и Юля это всегда говорит, что для нее самое лучшее было бы, если бы Алексей был жив, если бы он приехал. Его отпустили там в рамках обмена, и они жили своей семьей. Понятно, что это для нее не предел мечтаний стать российским политиком. Она находится под огромным давлением. Про нее каждые 20 секунд что-нибудь в Твиттере пишут. Тоже сложно пережить. А дальше посмотрим. Я думаю, что если что-то вдруг мне покажется совсем там... Я не люблю навязывать свое мнение. Звоните и говорите, слушай, я послушала, мне кажется, надо так, так и так. Я думаю, что со временем будет такая ситуация, когда мы сможем что-то обсудить. Мы поспорили, что ты угадаешь, о чем я тебя здесь буду спрашивать. Но вопрос мой был такой. Не поспорили, но я предположила. Давай, угадала ты или нет. В одном из своих интервью ты, объясняя свою беспечность в детстве и юности по отношению к учебе, говорила, что две вещи тебя только интересовали. Английский язык и поэзия Серебряного века. Но Прага – это важнейший город для поэзии Серебряного века, в частности, для Марины Ивановны Цветаевой, которая провела здесь, с одной стороны, сложные, а с другой стороны, прекрасные годы. А девушка, интересующаяся Серебряным веком, любила ли ты Цветаеву по-настоящему? Хороший вопрос. По поводу английского языка. Абсолютно правильный интерес. Мне очень помогает знание английского языка. Без этого невозможно жить и работать за пределами России. Я так давно интересовалась поэзией Серебряного века. Я довольно мало читала стихи Цветаевой при этом. Северянина читала, Ахматову читала. То есть ты из тех, которые за Ахматову? Я больше за Ахматову. Я очень много знала стихов Ахматовой. Более того, я даже участвовала в конкурсе чтецов. Какой стих я тогда читала? То есть это было, когда мне было 12-13 лет.
Это такой самый романтический период в моей жизни, когда меня стала интересовать поэзия. Сейчас совершенно не интересует, как ни странно. Я равнодушна к стихам, абсолютно равнодушна к стихам. Я при этом посмотрела, не помню, когда, интервью Дудя с Ромой Либеровым и побывала на нескольких его лекциях. Одна про Осипа Мандельштама, а другая про Ходосевича, которая тут. Было интересно, но это не моя страсть. Я не могу вспомнить, мне стыдно. Даже первые строки. Мне все время в голове звенит, дверь была открыта, веет что-то там. Не помню. А какой ты думала, я тебе вопрос задам? Да я в жизни не могла представить, что мне задашь вопрос про поэзию. Я думала так, что раз мы стоим перед Пражским градом, ты мне задашь вопрос про Юлию Навальную. Ну, какая-то такая у меня была логика. Почему, не знаю. Слушай, как же черная велась дорога, дождик моросил, проводить меня немного кто-то попросил. Согласилась и забыла на него взглянуть. А потом так... Что-то там... Сейчас, я вспомнила. Нет, я не готовилась. Я знаю. Это безобразие, это подстава, это какой-то ужас. Меня никогда за последние 27 лет не заставляли читать стихи. И вот пришло то время. Черная велась дорога, дождик моросил. Проводить меня немного кто-то попросил. Согласилась, да забыла на него взглянуть. А потом так странно было вспомнить этот путь. Плыл туман, как фимиамы, тысячи кадил. Путник песенкой упрямый сердце бередил. Помню древние ворота и конец пути. Там со мной шедший кто-то мне сказал прости. Крестик медный дал мне в руки, словно брат родной. И я всюду слышу звуки песенки степной. Ах, я дома, как не дома. Плачу и грущу. Отзовись, мой незнакомец, я тебя ищу. И они тебе не дали приз на этом конкурсе? Да нет, я всегда все проигрывала. Я в детстве просто постоянно все проигрывала. Я поэтому почти ни в чем не участвовала. Потому что я знала, что я все проиграю. И у меня было полное ощущение, что я всю жизнь буду во всех конкурсах проигрывать. И поэтому мало в чем участвовала. Но мое мнение изменилось. В чем-то я могу выиграть. В конкурсе чтецов. Как минимум. Хорошо я прочитала? Отлично, на самом деле. Когда мы ехали, ты собиралась рассказать мне историю про своего папу, который тоже выступал со стихами. Да, но неудачно. Мне кажется, я превзошла своего отца. Как чтец стихов. Он тоже Ахматову читал? Нет, он Пушкина. Два чувства... Ой, черт подери, сложный стих. Два чувства дивно близки мне, да? Ну? А дальше? Там будут гробы. Там будут гробы. Нет, дальше. два чувства дивно близки мне. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, и тут ты права, любовь к отеческим гробам. Я абсолютно точно сформулировала. Вот это стихотворение. У нас есть село Большое Болдино в Нижегородской области, где какое-то время провел Пушкин. И там был какой-то праздник, связанный с Пушкиным. Это было в 90-е годы. Юбилей, не юбилей. Я помню, приходит отец с работы, поздно, там, 10-11, и говорит, что завтра ему надо в Болдино там прочитать стих Пушкина. И он выбрал этот. И у него прекраснейшая память. Он все на лету запоминал и не забывал. И тут вот с этим стихотворением из 2 строф он никак не мог его выучить. Он его всю ночь пытался выучить и постоянно сбивался. Потому что оно какое-то сложное. Вот. Но, по-моему, он его прочитал. Это правда, что когда отец был в Израиле, почти за год до убийства, очень многие люди советовали ему не возвращаться? Было такое, да. А почему?
На него нападали, когда он баллотировался в мэры Сочи в 2009 году, какой-то кислотой плеснули. На него нападали эти бесконечные наши с очками. И одно такое нападение было на моих глазах. Ему бросали унитаз на машину. Он не был в полной безопасности. Другое дело, что там было реальное опасение, что будет заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Это связано с протестами на Болотной площади. Мой отец не хотел сидеть в тюрьме. Он говорил, что у меня уже нет здоровья, я уже взрослый человек, я это не выдержу. Вот Навальный молодой, Яшин молодой, а я этого не выдержу. Я, конечно, понимаю, что это сейчас может быть уже нерелевантным, тем не менее он договорил. И он просто говорил, что по состоянию здоровья он не сможет выдержать тюрьму. Поэтому он уехал. Но потом, по его мнению, эта опасность миновала, он возвратился. Считал ли, что его могут убить? Да, считал. Считал. Ну и Навальный считал. Все люди, которые в диктатурах занимаются оппозиционной деятельностью, они, конечно, понимают риски. Но, наверное, он не был в этом окончательно убежден. В одном из интервью замечательному журналисту CNN Энтони Бордейн, который, к сожалению, покончил жизнь самоубийством, он сказал, я вот прям, мне нравится с таким русским акцентом, «You know, I'm a well-known guy. It is safety». Это цитата. Я думаю, что он так и думал. I'm a well-known guy. It's gonna be a scandal, not only here in Moscow, but across the world. То есть у него была все-таки какая-то степень убежденности, что он работал с Путиным, знает Путина, работал в правительстве, он очень известный человек, и это гарантирует ему определенную степень безопасности. Этого не произошло. Но я переживала, у меня хорошая интуиция. Не подводят практически никогда. Вот после аннексии Крыма я переживала. Я даже с ним встретилась. И я ему дала совет непрошенный. Я сказала, пап, пора уезжать. Уже это другая страна, это уже другой уровень рисков. Он мне говорит, это такое еврейское немножко высказывание, не мохай. Не мохай, это не бойся. Не знаю, откуда взял он это, не мохай. Я тебе скажу, когда надо уезжать. Дело в том, что у политиков совершенно другая психология, которая мне, например, непонятна. Таких людей, их очень мало в мире. Они готовы пожертвовать своей жизнью ради своих идей. То есть, если тебя спросить, за что погиб Немцов, ты скажешь, что он погиб за идеи? Да. И Навальный тоже погиб за идеи? Да. И я приведу сейчас цитату своей бабушки. Я взяла большое интервью своей бабушки на 4 часа. Она дала одно интервью, это интервью мне. И я ей задала вопрос. Как ты считаешь, это напрасная жертва, что мой отец убит? Она говорит, если бы это не был бы моим сыном, я бы сказала, что не напрасная. Да, есть люди, которые погибают за свои идеи. Есть огромное количество людей в Украине, которые погибают за свою страну сейчас. Это разные все-таки вещи. Это разные вещи. Есть вот пассионарии во всем мире, которые идут на такие огромные риски. Я не могу это понять и принять. У меня совершенно другая система координат. Я обычный человек. Я не буду никогда такой. Хотя какой-то уровень рисков я на себя беру, но все-таки он несравним ни с моим отцом, ни с Навальным, ни с Яшиным, ни с Карамурзой, ни с Гориновым, ни с Беркович и так далее и тому подобное. Можно бесконечный список этих людей. Вот, потому что тоже Беркович шла на серьезные риски-то, в общем-то. Может быть, она их не осознавала. Я себя веду, мне кажется, что не изменяя себе, не изменяя своим принципам и взглядам, пытаюсь сократить риски. Например, я не езжу в Россию. Давно уехала, кстати. Все на меня вот так вот смотрели, думают, а что там вообще у нас все отлично в России? Ты что, уехала-то? Никакой опасности нет. Правильно сделала. Что мы на сегодняшний день имеем по этому делу? Мы имеем показания исполнителей, от которых они в какой-то момент отказались, потому что заявили, что они были даны под давлением. Мы имеем заказчика, фамилию, того, кто деньги платил. Угу. И это все. Водитель. Еремеев еще есть, которого не смогли задержать. На самом деле было большое расследование
медиазоны, который называется «Как убивали Бориса Немцова», где восстановлена вся хронология. Этим занимался замечательный журналист-расследователь Михаил Маглов. Он еще раз изучил все материалы дела и нашел даже еще предполагаемых других соучастников, которые не были осуждены и не были отправлены в тюрьму. Ну, в целом, да, но еще один момент – это мотив. Ведь государство не признает, что это политическое убийство. То есть это убийство за деньги. Заказчик Мухудинов, если я правильно помню фамилию, который там за 20 миллионов рублей, непонятно откуда их взял, нанял киллеров, которые стреляли моего отца. Все. У тебя статус по-прежнему потерпевший? Да. Ну, там нет никаких движений по этому делу. И не будет. Формально открыто, реально закрыто. Более того, мои адвокаты сейчас находятся за пределами России. Ты рассчитываешь при своей жизни узнать результаты расследования убийства своего отца и, может быть, даже взглянуть в глаза заказчиков? Если мне удастся сохранить жизнь, то да. Но я думаю, что следов каких-то распоряжений, наверное, и письменных доказательств не будет. Я думаю, что мы узнаем намного больше деталей, чем мы знаем сейчас, в первую очередь, потому что будет большое количество свидетельских показаний. Это, конечно, не царица доказательств, но я думаю, возможно, кто-то сохранил и записи момента убийства. У нас же нет записи с камер наблюдения, есть только ТВЦшная. Совершенно верно. Мне очень сложно предсказать, что будет в момент транзита, крушения текущей системы и перехода к какому-то новому состоянию. Но я не считаю эти шансы нулевыми при условии, что мне удастся сохранить жизнь в течение ближайших 10 лет. Но у тебя по этому поводу есть тоже опасения? Да, безусловно. Ну, не то чтобы опасения, но стопроцентной гарантии я не дам. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Это сложно, потому что каждый раз это зависит от тяжести совершенного преступления, например. Ты говоришь, помиловать, да, кого-то или все-таки справедливо наказать? От тяжести совершенного преступления до огромного количества факторов. Нельзя выбрать. Свобода или стабильность? Конечно, свобода. Но я, правда, считаю, что свобода и стабильность не противоречат друг другу, но свобода важна. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что будет дальше? Я не вижу позитивного сценария пока. Если этот вопрос переформулировать в мой любимый вопрос про вернусь ли я в Россию, я его не задавала, скажи. Абсолютно непредсказуемая ситуация, в которой мы сейчас находимся. Какая-то происходит очень большая трансформация везде. Так сильно меняются СМИ, так сильно меняется политическая сцена. Поэтому вообще не могу не сделать никакого предсказания, но мне кажется, что если говорить о России, я позитивного сценария, который бы мы все хотели увидеть, пока не вижу. А если говорить о тебе лично, может быть, оставить уже вот эту вот заботу о родине, которая, может быть, в ней и не нуждается, сосредоточиться на личном счастье? Я никогда не заботилась о родине, я забочусь о людях. И не только о своих соотечественниках, а о людях из других стран. Мы не очень большая организация, мы помогали и гражданам Беларуси, и гражданам Украины, и так далее. Я вообще вот эту концепцию родины не понимаю, я понимаю концепцию человека. Ну хорошо, если в мире, вот где, очевидно, добро злу проигрывает. На каком промежутке времени? Вот на сейчас. Черт, это сложно, я не могу тебе сказать. Ну, может, сдаться? Надо немножко отойти от текущего момента, чтобы сделать такой вывод. Что сдаться значит? У меня есть свои взгляды, ценности. Я в них ужасно верю и хочу попробовать их реализовать. Да, мы живем в предложенных обстоятельствах, мы не можем их изменить. Но мы можем делать то, что мы считаем правильным. Поэтому у меня нет никакого желания, мысли какой-то, что-то там кому-то сдаваться. Я живу ту жизнь, которую я выбрала, и вне зависимости от того, кто там хочет, чтобы я сдалась или я не сдалась.